Ну и жди, почему 4К нету, что ли? А, слушай, да, в прошлый раз была проблема. Батрикс правильно присоединился к каналу. А, еще 22 минуты до всего этого дела. Всем здрасте. Fallout, рыбалку показывали, видимо. Они как рыбачить 20 минут будут или что-нибудь покажут другое. Там Microsoft, наверное, гордится рыбалкой. Fallout. Популярную рыбалку. И сейчас уже, наверное, отошло, в принципе, это все дело. То есть другие темы популярные. Не рыбалка. Ладно, пока собирать все мы будем. Я вот не могу понять, локация, по-моему, изменилась. Как мне кажется, баннеров не было. А, давно в Fallout не было на самом деле. А, кстати, слушай, наверное, кофе надо сделать. Кофе сделаем. Сейчас. А? Не понял. Все много перенесли. Да, я думал, уже доить. Вкусно, как что-то там, ну, типа чертежа ему выпало или что-нибудь такое. Звук такой тум. Чайник прыгает. А, вот этой игре можно косяки простить. Это Fallout, блин. А это где это? Я не понял. Не совсем понимаю, где это они находятся, блин. Ну, не четвертая же часть, это 76-я по всем. Или где-то новые темы добавили. Пристань. Так, надо кофе сделать все-таки.
Привет, слушай, говнище. Там прошлый стрим, там даже есть каловый аваканин. Почему, объясню. Текстуры, раз. Во-вторых, слишком замудренный процесс, два. Третий фактор, интерфейс говёный, вообще интерфейс. Слишком они замудрили. Мое ощущение, да, то есть от игры. Я считаю, что она не стоит этих денег, как в принципе и те, кто написали 2000 негативных отзывов на фоне 8000 позитивных. Вот. И хоть и в Стиме и говорится, что там очень положительные отзывы, там 2000 негативных отзывов. То есть связано это с работой игры с серваками. И да, можно сказать, что игра на старте. Блять. Пример он с Human. Пример Ark Riders во время тех теста. Вот. И мое мнение, говно. Оно не стоит этих денег. Говно. Реально. Вот. Увы, я пробовал ее, запускал, короче, не знаю, может быть еще зайду, попробую. Может быть дальше, там, где-то там, впереди, за горизонтом, как написал один чувак в отрицательных отзывах. Может быть, эндгейм у них подразумевает что-то интересное. Нуля вот это вот упоранчество в некоторых моментах. Эти драки на ножах совершенно неуместные. Вот с этим прорыванием щитов. С одной стороны в тебя стреляют, а с другой ты с этим говном машешься, блядь. Ну как бы все должно быть сбалансировано, да, определенным образом. Ну, понятно, что это не такая большая проблема, которую можно обойти. Но, блядь, все вместе, сочетание, дает не очень хорошую вещь. По моему мнению. Вот, поэтому, как бы, я не знаю, я хотел ее попробовать еще с самого начала. Я, то есть, записывался на тех-тест там в первых рядах. Но, как сказал один чувак, не русский, из комментариев, вот, англоязычный товарищ, что они дали ее специально стримерам, дабы рекламу двинуть по игре. Потому что там видно, Артур был еще на стриме, я ему показываю, смотри, говорю, свет падает, и там тень вот такая вот, короче, прям вот такая вот, блядь. Ну, ребят, ну, это как бы, бля, это пиздец. И если говорить про то, что вот другие, вот, а вот... Бля, Нантвиш возьми Summer GFS, которые прошумели 3 проекта. Все как бы, если есть у людей талант, желание реализовать, это же не проблема. Тем более в наше время, когда, пожалуйста, то есть... И... Я на ровном месте обсирать игру не стану. Вот Fallout, кстати, 76-й, пожалуйста, да, то есть... Вроде бы, как некоторые говорят, это не Fallout, и там некоторые вещи не по канону. Бля, я в нее играл, мне нравилось. И где-то были недочеты у нее, но там, понимаешь, там просто за счет атмосферы и некоторых вещей она вывозит. И да, она вывозит благодаря тому, что вселенная была до этого. Нуля, она вывозит, понимаешь. Все, об этом что тут говорить. Мы с чуваками весело проводили время в 76-м. Может быть, кому-то не зашла. Ну, по моему мнению, вот так. Дюна. Если бы я раньше увидел ее в таком состоянии, то есть я бы однозначно сказал, что ее покупать не стоит. Вот. Хотя, в принципе, после теста, как она себя повела, уже было нехорошее ощущение. Просто, бля, Atomfall тот же выпускали, тоже предзаказ у меня был. И в итоге что? А в итоге, в принципе, игра шла. Я ее прошел прям в начале без всяких патчей. И нисколько не пожалел. Нормальная тема. Стоит пройти, можно даже, возможно, перепройти ее. Вот, поэтому как-то так. Вот, а сейчас готовлю кофе. Жду вот Game Showcase. Может, что-нибудь еще прогремит интересное. Может, борду 4 еще раз покажут, хотя не знаю. Я на Summer Game Fest жал очень, что борду 4 еще что-нибудь покажут интересное. Вот. Но не дождался. Зато были моменты, которые интересные. Тот же этот Хроно Одиссей, да, по-моему. Ну, вот она у меня как раз в списке желаемого находится.
Не, я в Дюну не. За счет одной вселенной. Вот это вот. Я к Дюне серьезно отношусь к вселенной. К игре нет. Был на стриме один, мне там позавчера, по-моему, доказывался, что Дюна охеренная игра, и что там, блять, рендеры и там полигоны круче, чем в Киберпанке. Я такой смотрю на то, что он написал, думаю, что думаю, больной или что? Киберпанке, блядь. Вот. Вот такой вот момент. Десять минут, блин, ждать еще. Вон, варю кофе в ожидании всего этого дела. Насчет Дюны, кстати, один момент, я так думаю, они настолько долго работали над Conan Exiles, что интерфейс как-то они не смогли нормальный, как-то современный придумать. Видимо, так, настолько увлеклись Конаном. Им надо было оторваться от этой темы-то, немного отойти. Как-то в стороночку, люди-то как бы уже много новых интересных продуктов произвели на свет, как бы, надо не жить старым. Вперед идти как-то. И когда ты тестеров набираешь, надо набирать тестеров не супер стримеров, блять, а с народа людей, чтобы они тебе сказали на своей аппаратуре, а это же онлайн игра, чтобы они тебе, во-первых, сказали по оптимизации, блять, чувак, оптимизацию надо делать. Хочешь бабло рубить, в игру закатывай много людей. Не надо ставки делать на супер стримеров, у которых там супер оборудование, блядь. Хули там стримеры, ну наберется у тебя онлайн, блядь, 1000-2000 человек, и что, заебись? И где ты будешь деньги рубить? С 2000 человек, среди которых там захочет купить 10 и все. Народа до хрена денег и донатов влетает в игры, в другие игры. Танки в те же возьми, сколько они рубят. Пиздец.
Поэтому, ну, мое такое мнение. Надо ближе к народу быть прежде всего, а не где-то там в облаках, блядь, летать. Я тут этот Джона Каллигана смотрел. Он смотрел про это. Умеет ли петь это? Как он? Егор Крид. И вот он говорит, у текста в Криде, у Крида в текстах есть одна вещь. Вот я там в Армании, там, в Нагане, там вся эта хуйня, короче. А слушают тебя песни кто? Те же, кто в Армании или те, кто с народа? Ну, так ты как бы пой-то как-то не в отрыве от реалий жизни. Как ты думаешь, там с завода парень придет по твою Арманию слушать, блядь? Он лучше так же какого-нибудь там, я не знаю, включит, хер знает. Либо ритмику какую-то, но уж точно не про Армению, не про Арманию, ему просто будет неприятно, потому что, ну, блядь, ты ему под нос тычешь, как он хуёво живет, что он вот такой. Не получается у него. Получается, блядь, работяга у нас виноват, то, что он работяга, блядь. Перестали думать об этом. Вообще нахуй. Я думаю, что за хуйня, он там чувак спит в лодке, блядь, храпит, блядь. Храп, слышим, короче, вон, видишь, в лодке спит, короче. У меня такая же херня в Fallout была, короче. Чувак ушел на перерыв и персонажа уложил спать, а я в Дискорде со всеми играю и слышу храп. Я думаю, блядь, что, прикалываться надо мной или что? А он, оказывается, перса просто положил, и тот перс похрапывает. Я такой, бля, вот залет, бля. А 4 минуты? Я думал, в трейлере какие-то покажут вначале, там, что-нибудь затравку. Кинул какую-нибудь. Ни гада не кинули ничего. Fallout 76 рыбалку. Видимо, про Fallout до хера будут рассказывать. Или просто стараются людей туда затравить. Нет, там определенный коллектив есть, вот кто, кому нравится эта тема. Так вот, как бы тоже как бы на любителя, я бы сказал. Потому что там тема своеобразная очень. Мне вот нравится от нее чуть-чуть. Давно, правда, не был там. Интересно было бы, вот, можно взять вместо билла нахуй в Fallout пойти. Билда себе собрать заново. Перса закинуть мутации. Благо у меня там 2 перса есть развитых. Просто надо вспоминать, как там играются, блин. Я там неплохо мутил в свое время воду. Ну, я играл, когда там тестовый сервер, не тестовый сервер свой у меня был. Вот, с подпиской играл. Так интереснее, потому что иногда некоторые темы надо на своем серваке делать. Там одному некоторые темы не провернуть, надо, чтобы кто-то еще с напарником играл. Людей. Желательно восьмером играть. Команду колотить и играть там. Тогда ништяк. Сам растешь и другим помогаешь. Там, где-то что-то перекинуть, предметы вдруг надо. Минуты.
Интересно, это у меня на удочке колокольчик. А, нет, там это получается графическая такая херня получается. Якобы, ну. Пидун, добрый вечер и приятного просмотра. Здорово, да. Может быть, в этот раз еще что-нибудь интересное, да, закинут. Интересно будет. Вот. Может быть, еще дадут возможность удивиться, как. Я вот думаю, новой крови бы какой-то добавить. Может вообще этот пройти, я же его до конца не прошел. Этот стар. Майкрософтовский-то. Ну типа Skyrim, только космический, как он. Да, забыл название. Вот его может пройти, думаю, он такой прикольный. Пидун, Старфилд. Да, вот думаю, его может пройти, там же куча допов все выпустили. Вот. Не знаю, там сейчас корректно ли отображается русский язык. Она так-то неплохая, кто бы... Ой, я чуть не обосрался. Только не резко начал. Пидун, а как же Стелла Блейд? Через 3 дня я тоже чутка сиранул. Не, Stellar Blade, да, это просто без вопросов, естественно. Я помню, все время на Xbox эту тему смотрел еще. Еще тогда, 12-13 года, когда тема, как у них собственная эта выставка была Xbox'овская. Я прям на приставке, с приставки ее смотрел. Пидун, ну это Outer Worlds 2. We came to spread freedom and liberate resources for profit. But this pesky Earth Directorate agent is mucking things up. They're not alone in doing so. And they think they can just choose how things play out. They could stop us from stealing the Protectorate's brainwashing technology, which we need to improve our market share. What if this stranger aligned with the Order and that world computer of theirs? That could be the key to closing the rifts that threaten the colonies. So, you see why this menace must be wiped from the face of existence. Or, better yet, brought to our side through the power of capitalism. Now, let's get out there and buy our way to victory! I'm yearning and yearning for you. My heart and revel in you. Every last bit of my way, every last bit that I'm paid, every last bit that I save is intended for you. The cost may be high. One day, I know you'll be mine. Someday, perhaps I'll own two. For now, I'll take one that's brand new. 'Cause I'm yearning and burning for you. An adventure made for capitalism by capitalism. Inflate our impressions and egos by staying Первая tuned часть, after кстати, the ничего, но showcase. она суховата немножко и маленькая. Может, во второй исправят ошибку эту.
вот этой сухости, короче. World premiere. Babe, what's wrong? I'm sorry. I've just been so depressed lately. You know, it would fix everything. Humanzaprom. Это же это, как ее? Говорящие это пушки-то, блядь, забыл. Нет? Да. Я забыл название вот этой херни. Пидун. О, я прошел первую часть, очень полюбилась. Ну, она прикольная, правда, единственное, что юмор там своеобразный очень. Я, кстати, не полностью прошел, я так там часть. Можно было в нее поколотиться, кстати. Пидун. Это вселенная Рика и Морти. Yeah, humans are barely sentient. Scientists have done studies, and their brains are like half the size of ours. Да, High on Life, ну да. Зимой хотят ее сделать, да? World premiere. Пидун. Лан Диммене. Тут вызывают вынужден отлучиться крутого просмотра. Ладно, давай, дружище, тогда. Понравилось, что улыбись. Геймпад. Steam Deck или что? Подожди. Это же Xbox. Понятно. И они туда же.
Мгм. At Xbox, we strive to put the player first. And that's what you've seen from us over the years. We've led the industry with backward compatibility. We championed crossplay and cross-progression. We delivered Game Pass, first on console, then on PC, and with cloud gaming. So what's next? How can we give you even more freedom, more choice, more ways to play? Our next step is to unify your gaming no matter where you buy or play. So we're building an Xbox experience designed for players, not locked to a single store or tied to one device. The Xbox Ally is an Xbox you can hold in your hands, bringing together the power of Xbox and the freedom of Windows. On this Xbox, you can play games across your entire library, including all the Windows PC game stores, from Xbox and Battle.net to Steam, GOG, and Ubisoft Connect. And the highly anticipated Hollow Knight Silksong will be available at launch and in Game Pass when the Ally releases later this year. In fact, every new game you see in today's show will be playable on the Xbox Ally. We have always wanted you to have the unique experience of Xbox on any screen. That's why we're investing in Xbox Play Anywhere. Whether you're playing on console, PC, smart TV, or any Windows handheld like the new Xbox Ally, the Xbox experience roams with you. Your library, progression, friends, and achievements. There are over 1,000 Xbox Play Anywhere games on Xbox today. And every new game you see in today's show, from our partners and our studios, is Xbox Play Anywhere. And because it's Xbox, you can always have access to Game Pass with a diverse lineup of games from the biggest franchises to critically acclaimed indie hits. This is the freedom we believe players should have. Any game, anywhere. And we are giving it our all every day to make this vision real. But it all comes back to the games. From Dead to Rights on the original Xbox to Armored Core 6, our relationship with Bandai Namco Entertainment has stood the test of time. We both believe in bringing amazing experiences to players around the world, and their next game does exactly that. From Rebel Wolf Studio, this is a story-rich action RPG steeped in dark fantasy that I can't wait for you to explore. Thank you, and enjoy the rest of the show. Подожди, а следующее поколение консоли разве 26-й год не запланировано, блин? Или они все разом решили накидать пачку? Это же то, что я думаю. Ну да, вот то, что она сейчас показывала как раз. Monsters have always been here, watching from the shadows. And when we were at our weakest, Walker, так вот, то, что вчера they came out into the light. We feared for our lives, but we should have feared for our souls instead. The vampires didn't come to kill us. No, they came to rule. To turn us into mindless, docile cattle. Not me, though. They tried to change me into one of them. But I became something else instead. Their worst nightmare. A Dawnwalker. Trapped between the two worlds. Fighting to even the score. Fighting to understand the evil behind it all. He is out there watching, seeping into you, growing. World premiere.
до хера премьер будет. Консоль все-таки, я думаю, новая в 26-м выведут. Если у них там ничего не поменяется. Watch your back, Yakumo. You're a wanted criminal now. I'll kill the Dark Dragon myself. It's my mission. Ниндзя. My duty as a Raven Ninja. Новый. Да, я трейлер тоже был на канале. Breaking the Dark Dragon free has its consequences. This is it. Sayori. Ryu, there's something I need your help with. Ну да, ниндзя Гайден. The Dark Dragon is mine. Я еще на Дэнди тащился от него. Особенно озвучка. Ну, беседка. Диану-то Джон зачем? Или новая часть уже? Here we go. Good luck, Indy. What are you doing, Jones? Are you crazy? This is where it starts. Неплохо они штампуют, блин. Сначала недавно же первый Beneath the streets of Rome. выпускали его. Enter the city of Antioch. Find a secret relic. Bring it back to the Holy See. Defend the secret. They worshipped the giants. Так. Сейчас озвучно. Сейчас буквально 10 минут. World premiere. はるか昔、この国に輪廻の獣が現れた。輪廻の獣は汚れを吐き、あらゆる生物を蝕んだ。西暦4026年、人類は滅亡を待つのみ。
封じ子エマ、お前こそが輪廻の獣を滅ぼす刃となる。The glittering streets of Avalon sure do shine, because they sweep their filth down to us. Get your paper in! Who's for a paper? Here's to playing in the mud. Life here ain't for the soft-hearted. You will be paying me back until you fucking rust. It ain't for the spineless. Keep your filthy pickers off me! And it sure as shite ain't for the decent. That's a clean sweep for one. There has been a crime! Justice itself has been affronted! I have been burgled! Lord Griswick. Burgled! Yes, I got that part. Do you know anyone who might wish you ill? We can't arrest and question everyone. Let's see if we can narrow the suspects down a bit. They were, Trust your instincts, sir. tall, Yes, sir. built rather slim, well, muscular. Mm-hmm. Was very quick, agile. Go on. With a mustache. No, larger. I see. Quite fashionable. That's the fiend who robbed me. They got my good side this time. Breaking in is the easy part. Your brandy, sir. Getting away with it is the real trick. These candlesticks ain't gold. Worthless and dull, just like you. Nah, I have a customer. How can I help you? I'd rather talk to you, Errol. Sounds like I'll get a better deal. You talk to me first, and him never. Got it? Uncle's a bit touchy, ain't he, Errol? Touchy! I'll show you, touchy! There. Anything else you'd care to say to Errol? Brains. If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't have believed it. Round here, it's all sharp edges, empty pockets, and blood on the cobbles. Goodbye, Silas. No, no! I'll hurt you, you fucking meatsack! I'll leave you with a pissing pan of peaches! You'd either got a gang at your back, or a knife in it. We're family here. Family takes care of its own. Can't put a price on that, can you? Them's in charge. They don't keep order. They keep power. Take this thing into the crucible and melt it. They just want us beaten, broken, and too scared to fight back. I don't want to kill him. That's why it pays to be clever and well-armed. Let's go and end a few arguments. Don't get cocky. They've got a weapon far worse. Time. And if they can rewrite history, they can rewrite us. But look who just found Mummy's keys. Now I can fiddle with time. Put the bullet back in the barrel. Bring the chaos to a crawl. Take a mistake and make it like it never happened. We can change the world as we know it.
one choice at a time. And I can even go back and change the past to change the future. And let me tell ya, the hunters don't like it when the rabbits got the gun. А, ну да, это же... Now let me alone and piss off! Our creative teams are dedicated to bringing players award-winning, record-breaking, critically acclaimed games. Call of Duty, Black Ops 6 from Activision, Doom, The Dark Ages from Bethesda, Diablo 4, Vessel of Hatred from Blizzard, and Avowed from Xbox Game Studios. All of our teams across Xbox First Party are shipping their most played games ever, and they're also delivering more content than ever before. From original single-player experiences to vast online worlds, our teams are empowered to build the games they've always dreamed of. We want our players to have the choice and flexibility of where and how they play the games our teams make. So of course, our games will be available day one in Game Pass, and every new game we make for both Xbox consoles and PC will be Xbox Play Anywhere. On behalf of our creative teams, thank you. These experiences don't stop when you put down the controller. As you've seen in recent years, more and more of our characters, stories, and worlds are expanding to brand new audiences through TV and film. A Minecraft movie and the Fallout TV series broke records and brought millions of players into the game. We have more projects in the works as gaming continues to influence film and television like never before. When it comes to growing new franchises, Obsidian is having a year like no other. From launching a blockbuster new game like Avowed to the upcoming release of The Outer Worlds 2 this October. Obsidian is always delivering great games, and they have a third game launching this year. You'll get to go deeper on it in our Direct, but until then, let's take a look. World premiere. I told you, you can't run from me, you foul beast! With new flexible legs, the yoke girth action figure can ride anything! Breaking news. There's been an explosion at Brook Hollow Park. Chaos descended on a ceremony commemorating the 2-year anniversary of when 4 teenagers were miniaturized against their will and left to fight for their survival in the backyard of a deranged scientist. Formerly evil company Ominent Practical Technologies was set to dedicate a statue of the 4 teenagers, fast food science robot Burgle, and Dr. Tully when an explosion erupted. Dr. Tully and the teenagers' current whereabouts are also unknown. You gotta keep them separated.
predecessor. ND350 Ронос. reached. Accessing predecessor's Да, travel log. Ронос. Attempting data salvage. I have encountered an unprecedented orphan. It was in a state of suppressed recomposition. The behavior pattern of the orphans populating the area is highly unusual. They become exceptionally aggressive. It is highly recommended to proceed with caution. They seem to act нет, пока. consistently, in coordination. Destroying the nest is now a priority. Such is our calling. Such is our calling. Ну, никаких новых подробностей не показали, много такого. Elder Scrolls, что ли? Типа новое дополнение какое-то. Новый сезон. World premiere. Mayday! Mayday! Hope one to mission control! We're falling! Thomas, the ship's breaking apart! There's no time! Evacuate! Now! Thomas, come in! Ariane, you sacrificed everything for a new world, to save mankind. And I'll always love you for that.
Wherever you are, I'll find you. World premiere. Welcome to England, Mr. David. I know this must be a shock, having never met your real father, but he left you this hotel in his will. It's been in your family for generations. Much like the caretaker. He's a little eccentric. You'll see. Let me welcome you to the Grand, a hotel famous across the land. Every room used to be in such high demand. Your wish our command here at the Grand. Well, hello there. It looks like you're about to do some renovations. Would you like some help with that? So, my father was renovating the hotel when he disappeared? Not just the hotel. He was helping the entire village. You have his power tools. You know, you could pick up where he left off. You seem like a good man, like he was. I'm in. They don't suspect a thing. Just make sure the locals don't get wind of what you're really up to. Because if they find out, they will wicker man your ass. You keep looking into things, and things are gonna start looking back. Don't make the same mistake your father made. In this place, the only one you can really trust is me. There are as many gods in the world as there are stars in the heavens. And when we need their help, they send us a hero. Who would have guessed the defender of my homeland would be my daughter? She unlocked the heavenly spear, but is she worthy? You can't rule if the heavenly spear is mine. 주권 국가의 자주적 결정을 누가 허락하는가? 만약 이 결정이 패권 국가의 특정 정치 집단의 이익을 저해한다면 당신의 특정 행동이 대중의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며 반대로 누군가는 당신의 의사결정에 영향을 주려 한다는 것을 인지할 때 자신만의 온전한 입장을
세울 수 있지 않을까. 당신의 입장은 온전한 본인의 판단인가? 그렇게 믿고 있거나 믿고 싶을 뿐. 당신은 무엇 때문에 분노하는지. 당신의 분노는 스스로 결정한 것인가? 누군가 당신의 분노를 이용한다. 지정태! Да. Выкладывал я трейлер этой игры и ссылку на канал разработчика даже выкладывал. Но, наверное, мало кто обратил внимание на это. Хотя хорошая штука. World premiere. E ora Olaien lo ite fativi. Novo. Ilo? Te kemaite mana. Muite unanite waiora. Dia. Novo tua libemo iwa lotaname. Ona otalima di efema. Teonami. Toma tua calio, terali. Well, hello there. Beautiful day to relax by the old fishing hole, wouldn't you say? When it comes to fishing, Appalachia is a land aswim with opportunity. Yes, you'll find fish of all flavors in every walk of waterway, from its mightiest of rivers to its humblest of ponds. Just step up to the bank, cast your line, and when your bobber starts bobbing, reel in the rewards. What do you got on there, Jed? Worms! And how are they biting today? See for yourself.
Bagging the big fish starts with finding the right tools for the job. There are as many unique combinations of rods, reels, bobbers, and baits as there are fish in the sea. And when you've caught your fill, pop over to the local tackle shop to swap fish tails. Can you smell that? No matter what troubles plague the future wastelands of Appalachia, you can always find comfort in cozy little joys like this. You just gotta know where to look. Vault Life is your ticket to easy living. Design and build your own little slice of paradise. A place to show off all the bits and bobs you collect in your travels. Got a green thumb? Plant your own peaceful vegetable garden. And nothing warms the heart like a neighborhood cookout. Community makes a wasteland a waste home. Join today, and tomorrow you'll be kicking back and sharing a meal with friends in beautiful Appalachia. World premiere. World premiere. Hey, what's up everyone? It's Tony Hawk Pro Skater. I just want to say thanks to everyone for all the love and support we've seen since we announced Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 a few months ago. These games have changed my life, but more than that, I've seen them help spread a love and appreciation for skating all over the world, and that means everything to me and the team. I can't wait for you all to experience the game.
It's been rebuilt with so much care and attention to detail, with some brand new parks, new music, new skaters, and more. And you can enjoy it all with your friends with up to 8 players in multiplayer. Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 officially drops July 11th, and we have a lot more surprises to come. Check out the launch trailer now. Vision. Ни разу в эту тему не играл. World premiere. War. Ремейк, наверное, будут делать. Decided to show up.
can still find your way back home, Phoenix? Вот во что стоит сыграть-то. Looks like they upgraded. Nausea, baby. Let's do this. This is gonna be awesome. Form up! Я пятую часть только не прошел. А так все 4, по-моему, прошел я. Но на Xbox. World premiere. Ой, как мало. Нафига ремейков делают? Понятно дело, что... The Smugglers League is always there. But you won't see us. You won't hear us. And the only way you'd ever know it is if that's what we wanted. As smugglers, we deal in the goods others are afraid to handle. Guns, explosives. And don't forget the rum. It's a life of danger like no other. So I guess my question is, can you handle that? Getting your hands on gold is one thing, but you should know that this is what we're really after. The bigger the room, the better. Smugglers need to be adaptable. It's more than moving under moonlight and shadows. You should be ready to take advantage of others' misfortune. Stealing, of course, is always an option. Just do whatever it takes to get the job done. You are pirates, after all. Welcome, my friends, to the Smugglers League. You're paying for that. World premiere. Hope you're not in a hurry because northbound is backed up all the way to 18th Street. And the southbound ain't looking much better. This is ridiculous. Please, come on. Are you one of them? You're here, but it's right. Had enough yet? No, Dad, not even close. I hoped you'd understand why I had to do this.
accept our rule or die. I'd like to propose a third option. I'm not your son anymore. I'm the guy who's going to throw you off this planet for good. I trusted you! Back off! Ready to bleed? This is over! Alright, coming through! Let's do this! Gotcha! Going up! Need a hand? Might want to look up! I'm up! See how you like this? It's an army! I am ending you! I see it all now. Ну, а сейчас файтингами, по-моему, уже никого не удивишь. Финалка. Это же 7-я часть. Вон что. Ремейк Интергрейд. I'm here to even the odds. Any objections? Know your place, little lamb. There's no one to save you now. Will answer for what you've done! The flames are around, and they burn as one. Come to me, Ifrit! Valisthea cannot endure a second claim upon her being. But she may yet be saved by you. Вот во что стоит поиграть-то, действительно классная тема. И вселенная проработанная, и качество игр хорошее очень. World premiere.
Games like Psychonauts 2 showed how Double Fine excels at creating unique and innovative experiences, and Keeper is no exception. Looking ahead, next year marks 25 years of Xbox. It's a big milestone for the platform and franchises that you helped build and make popular. We couldn't have done this without everyone who's been with us on this journey. As we think about bringing a new generation of players to these iconic franchises, I'm excited to share that players will get to celebrate 25 years of Xbox with a new Fable, the next Forza, Gears of War E-Day, and the return of a classic that's been with us since the beginning. Today, you've seen an incredible range of games from creators across the globe. Creators like In Exile, reaching for new heights with Clockwork Revolution. Sluggerfly, making Team Meat's modern classic platformer into 3D. Square Enix, bringing more of the critically acclaimed Final Fantasy franchise to our players. And Team Ninja, returning to the beloved series they debuted on Xbox. You've also seen the next Xbox hardware release, our Xbox Ally handheld, which lets you bring your Xbox experience and your library with you anywhere. I hope you enjoyed the breadth and depth of the games, updates, and experiences that are coming to Xbox from our partners and our own creative teams. We're seeing more players on our platform and in our games than ever, thanks to all of you. We're proud of the creativity that Obsidian is delivering this year. Immediately after Showcase, our Direct begins, where you'll go inside the studio for an extended look at The Outer Worlds 2 and Grounded 2. Thanks for joining us today. But before we get into the Direct, we have a final world premiere. Enjoy. World premiere. Бля, еще не кончилось, что ли? Я думал, уже у них список закончился, блин. Welcome to the Guild. We have been expecting you. Please, follow me. You already know us as a global tech leader. Our software, our systems, combined with our skilled team, is designed to save lives. Your years of service have shown you the importance of our work. Here, you'll witness the global scope of that mission in action. Let me introduce you to our esteemed visionary. For too long, we have been bound by outdated systems, accepting limitations instead of redefining them. The Guild is safeguarding tomorrow, now. We are pioneering the future of protection worldwide. Our advancements are designed to elevate everyday life, reshaping the future of technology on a global scale. I'm Emma Kagan, CEO of the Guild. Fear is a powerful thing. David Mason. Menendez. Quantum Break, что ли?
Ай, блядь. А я думаю, понятно. Ой, я хуйню спорол, блядь. А, как раз Black Ops всегда холодно относился. Welcome to Obsidian Entertainment. We here at the studio have joked around that this has been the year of Obsidian, with Avowed releasing early this year and now ending the year with 2 more games. And what better way to cap this incredible year for us than by doing what our studio does best, sequels. That's where I come in. You can get out of here, Fergus. Thank you so much. No, you're doing great. You nailed it. The sequel is the lifeblood of every great franchise. Think about it. The original creates the world and builds fandom, but the sequel, that's what makes it worth remembering. No sequel, no hoverboard. No sequel, no dual SMGs. No sequel, no raccoon tail. No sequel, no Zune 2. Which doesn't really exist, but I wish it had. There was a Zune 2. There was? There was a Zune 2? I'm Mark, the head of sequels here at Obsidian, and I have sequelized everything. Blockbuster movies to AAA video games to my first marriage, so trust me, I know what I'm doing. Come along on this journey with me. Part 2. Let the killing commence. The Outer Worlds 2 is a sequel to The Outer Worlds 1. It's a continuation of the themes of robber barons in space and how people are controlled by the stories they're told by the people who have power over them. This time we're able to go a lot deeper because we have more time and money, which is a great thing, and we're able to make it a much more true Obsidian reactive RPG than we were the first time around. So we're going deeper and more complex with everything for this sequel. Deeper story, lore, RPG interactions, reactivity, all the things we've been known for as a company. It's really a complete realization of everything people want from an Obsidian game. Surprisingly, this is the first time in over 25 years that I've had the chance to do a full sequel for a world that I helped co-create. It's really just a fantastic opportunity to explore and expand the universe in interesting ways, and to go even further with the themes of how people are affected by living in a dystopian corporate reality. You can shoot your way through it, you can talk your way through it, you can sneak your way through it. And so no matter what kind of play style that you like, this is just an awesome franchise and an awesome game to jump into, even if it's your first one. The first Outer Worlds was a great base to start from, as it has all the elements of a great Obsidian RPG. Interesting characters, deep worlds, important choices. In the Outer Worlds 2, not only did we want to double down on those elements, but we wanted to give players even more of it. We've also put a lot of investment into skills and traits that impact things like combat, conversations, and areas that we call RPG interactions, which are the part of the world where players can use their specific skills, perks, and backgrounds to solve problems in unique ways in our new, bigger worlds. I love a deep RPG experience, and building out that RPG crunchiness for our players was at the forefront of what we set out to create. We prioritize those deeper RPG options with different character builds and combos so players can express their role-playing power fantasies. We also have different equipment options for different playstyles and different companions with different abilities. In the first Outer Worlds, you start off as the Stranger, which was basically a blank slate to build on top of with various attribute points that would begin to define your personal experience in the game.
You can make any kind of character you want, but we've given you a role. That role is an Earth Directorate agent. You can think of them as kind of like space cowboys or space sky marshals. They're the good guys that go into places and kind of fix everything that's wrong. You're gonna be one of those. But we don't tell you why you joined the Earth Directorate. There could have been a lot of different reasons, right? It could have been because you're an actual lawbringer and you want to go in there and spread law throughout the galaxy. It could be that you're a roustabout and you just had nothing better to do. After you pick your background, one of the really important choices you have next is choosing your traits. While we had attributes in the first Outer Worlds, we've leaned into traits for the Outer Worlds too, which are these big changes to your character depending on which ones you pick. So it could be something like Brilliant, where you can tag extra skills and you start getting extra skill points. And that's obviously really great if that's how you want to build your character. You can also go and do something like Lucky, where you get extra critical chance, and you also get a lot of really cool options throughout the game as well. Of course, we brought back Dumb, so players love the Dumb option. Tell me, do you believe in signs? Not quite what I meant, but I like your contempt for boundaries. I could put your adventurous spirit to good use. You get like lots of really cool, fun conversation options in the game, but we took that even further. And again, there's lots of elements in the game where you can be dumb and use that for something. It could be something as simple as banging on a machine to get it to work. After you've invested in some of your traits, your next choices are going to be choosing your skills. The skills themselves basically allow you to build on your playstyle and what your character is doing in the game. That will be everything from playing stealthily to speccing for an explosive specialty. Throughout your entire journey, your character continues to change with the different choices you make. In the Outer Worlds 1, it actually had more skills than we have, so we condensed them down to really the core and essence of what we really wanted there. But we made each point that you put into a skill much more impactful. So instead of getting small percentage changes, we actually did much larger changes per point that you put into each skill. And again, all these things, because of how they're checked inside the world itself, can matter quite a bit. You know, just even having one additional skill point in something can open up a lot more options in the world itself. If anybody's played Fallout New Vegas, they'll be very familiar with like the perk system. We basically borrowed that, but went even grander. We actually have more perks than Fallout New Vegas did. But here's the cool thing, right? We check and use perks for literally everything, right? So you can do everything from, hey, I want to make a stealthy build that steals stuff and is really good at that. Okay, great. Well, you can take maybe the pickpocketing perk. So that's not available to everybody, but if you select that, now you can actually go around and steal things out of people's pockets. There's another perk called Heavy Handed, right? Where say you're a melee person, what this does is now your power attacks that you use actually knock people down. Oh man, I really like the serial killer perk. As you start killing people, they will drop hearts. And you can take those hearts, and essentially you're taking these trophies, you could say, and it's actually giving you a permanent health bonus every time you do it. We have this perk called Assassin. Now, this is an early game perk that you can take, which every time you stealth attack an enemy, you're actually going to get a movement bonus for a certain amount of time. Flaws were a system that everybody loved from the first game, but we wanted to make it more personal to the player. We wanted it to really reflect how you were playing the game and give you a bonus that you actually wanted to really engage with. With the flaw system returning, we knew we needed to go bigger, better, and more real than ever before. So, we turned to the team. I told them, no bad ideas. Give me what you got. Okay, we need more flaws. We need them to be real. I want to put them in the game, so give me something. Inspiration. What's wrong with you? Oh, I have bad knees. You got bad knees? They hurt when you walk a lot? Yes. When you walk too much, they hurt? No cartilage. Sounds boring. Makes you sound like a boring person, but it's in the game. I know it. It's a good flaw. What about you? I like to take small things sometimes. So you're stealing? No, I'm taking. When do you give them back? I don't. Claire. Claire, you shouldn't be stealing. What are you doing? You shouldn't be stealing, Claire. Tiny crimes. Tiny crimes? Do you hear the second part, though? It's a crime. Well,
You're stealing. Claire, that's wrong. You can't steal things, okay? But it's an amazing flaw, and I'm putting it in the game. But you're a bad person. And are you the one that took my stapler? Do you need it? Yeah. Give it back. Okay. Please. You, what do we got? Flaw. I like to stare at the sun. How long did you stare at the sun? Just lunch break. An hour? Oh, I only get 30. You guys get an hour? I get an hour. Oh. Makes me feel energized. How many fingers am I hold up? 3? No. Anything else? We'll put it in the game. We'll put it in the game because I feel bad for you. Anything else? One of my favorite flaws is something called bad knees. It will actually give you the option to take this flaw that'll make it so that you move faster throughout the game. But the problem is, anytime you stand up, your knees are going to make a loud popping noise that makes it so that, well, everyone around you is going to hear you. There's one called Kleptomaniac. This is really interesting because what it does is when you steal something, you can actually sell it for more bits than normal. And like that sounds really great. The drawback is sometimes when you're looking at things in the world that are owned by somebody else, you'll automatically steal them. So you have to be very careful about how you use them. One of our more wacky perks is the Sun Gazer Flaw, and it just gives everyone cataracts while playing their game. So everything becomes like light shafts and blooms and hazes, and makes the game pretty unplayable if you happen to choose that perk. If you happen to be the type of player that habitually reloads your weapons like I do, well, you'll be offered the flaw of over-prepared. Now, you'll get larger magazine sizes on all of your weapons, but if you ever fully empty your magazine, you're gonna take a debuff for a while. While we support options like being a gunslinger who wants to key into destructive weapons, or a rogue who wants to alpha strike their enemies before they know what hit them, we also allow for a lot of fun and experimental builds. You can be a mad scientist who utilizes gadgets and wacky science weapons and armors, or even a psychopath who gains permanent bonuses to health by murdering their friends. Nothing shows the impact of these character build options better than, in my opinion, the bridge area, which has a quest you get early on in Paradise Island. Not only do you kind of encounter this very early, and it's a very core one to the story, but it really expresses our philosophy of allowing the player to solve problems in a bunch of ways. So you may solve it by, speech options. You may talk to them and maybe have to go do a quest for them and really kind of prove that you're a friend of the Protectorate to get by. I may have need of your help, stranger, if you are ready to seize an opportunity to show fealty to the Protectorate. You could go guns blazing, and you could just take everyone out inside the POI, lower the bridge itself, and kind of get across. You could sneak in, lower the bridge, and then actually sneak in under the bridge to get over to the other side. Там про Auto Rules все рассказывает. You can bypass the bridge entirely if you found like certain gadgets, like the shield gadget that protects you from poison gas as you go across, or the double jump boots, which kind of allow you to jump across the chasm and get across that way. There's even a really kind of messed up way, right? Which is players can actually sacrifice one of their companions. Their companion who they just found is part of. We're no different than the Breeze if we start tossing our own to the rats. I sure as law ain't gonna follow someone who can't see the wrong in it. I must admit I'm surprised we could come to an understanding. But I thank you for your loyalty, stranger. As promised, you shall have clearance to cross this bridge. It's such a fun quest, but again, it really showcases that we want you to be able to solve this in whatever way you want to. When you build your character your way, we're there for you. We really want you to have the experience that you want to have out of this. From the very beginning of our discussions about the Outer Worlds, we really knew we wanted every game to take place in a different colony. This lets us expand on all aspects of the universe. Every colony can be its own thing with its own flavor, and we can center them around anything we want. Any ideas or setting we're interested in. Arcadia is an isolated colony with abundant resources, and it's run by an authoritarian faction called the Protectorate.
Their dictatorship is thematically based around the question of how much freedom people will give up for security and luxury. For Protectorate subjects, unfortunately, that answer is everything. The Protectorate is also incredibly wealthy because it was founded by the inventor of the skip drives, which are the outer world's faster-than-light engines. But those skip drives are starting to cause rifts in space-time, which are cutting off all the other colonies on Earth from being able to trade with each other. The Order of the Ascendant is an offshoot of the Order of Scientific Inquiry from the original game, and like them are a science-based religion with the same goal of solving the universal equation, which will allow them to predict and alter the future to the benefit of all mankind. They used to be part of the Protectorate, but they split off to focus on solving the equation for the good of everyone, not as a way to simply control the masses. The player's been sent to Arcadia as an Earth Directorate agent to find out how the skip drives are causing the rifts and what can be done to stop them. Each of the factions have their own solutions to the rift problem and their own goals. The Protectorate wants to close them to protect their legacy as the inventor of the drives and their wealth. The Order wants to close them not only for the good of everyone, but also because they're complicating the math they're using to solve the universal equation. And Antes just wants to be able to open and close them at will to control all the trade routes between the colonies. In addition to expanding the themes and lore of the Outer Worlds, we're also expanding the humor, so each faction has its own flavor of absurdity. Anti's Choice is a merger between Anti-Cleo and Spacer's Choice from the original game, and there are corporate representatives in the Outer Worlds too. They've invaded Arcadia to liberate their resources for all of humanity, at a profit, of course. One of my favorite things from Fallout New Vegas is the radio system. It was just iconic for me, and I wanted to make sure that the Outer Worlds 2 had that. So we actually built out 3 different radio stations, one for each of the major factions. You also have a ton of music. Each station might have, like, I think 20 tracks of unique music that we've made for it. It's a lot of stuff. But the really cool part about this entire thing is that we actually put a lot of reactivity into the radio. So it will respond to the things that are going on around the world that you've been interacting with. So if you go into a location, let's say you solve a problem for the Protectorate folks, if you listen to the Protectorate radio station, they're going to be cheering you on as a hero. Wonderful news, everyone. The Zeranium gas leaks at the Automech repair facility, strongly believed to be caused by Anti's Choice malefactors, have been corrected. Some hotshot for hire just managed to fix the electrum leak in their repair facility. Now, I'm not saying we caused it in the first place, but we sure like the idea of all those broken auto mechanicals and all the excessive gasping and choking involved. The factions and companions are great examples of how we're going deeper and more complex this time around. They're integrated into the game's storyline much more than we did on the first Outer Worlds, and like with everything else in the game, they have a lot more reactivity. There are 6 companions in the Outer Worlds too. As usual, each has their own quest lines, but this time they are also connected to a different faction and have character arcs that the player can affect through their choices. Your first companion is Niles. He's another Earth Directorate agent like you, and he's looking for your help to decide whether he wants to become an even better agent or to turn his back on the Earth Directorate completely. There's also a somewhat cute Automech support drone that is basically Niles' helper. Her name is Val. Marisol's part of the Order of the Ascendant, and she's an aging but still deadly assassin. That's right, she's a deadly mathematician who may or may not have some unfinished business to attend to with the player's help. There's also a cultist named Azza, who is part of a sub-faction that worships the rifts, and in her case, violence in general. You can choose to either turn her away from overt violence or support her chaotic and dangerous tendencies. At one time, Anti's Choice had a program to graft soldiers with animal parts to make them more formidable. Unfortunately, it didn't quite work, and most of them are now dead. There's a combat medic who survived, however, named Inez, and she wants the player to help her fix her graft, among other things. Finally, there's Tristan. He's a Protectorate arbiter who is judge, jury, and executioner all rolled into one heavily armored package. It is your choice to either help him judge wrongdoers or show him what true justice looks like. We definitely have reactivity in the game based on how you've been treating your companions. I won't reveal the end of the game, but let's say if you have not been treating them well, you will find out at the end of the game what that means. Companions are a very, very important part of merchandising, because that's the real beauty of the sequel. We're talking merch, baby. It is the lifeblood. It is what fuels us. Do you want to see some of my ideas? Hop, hop. Check this out. Gen Alpha loves body pillows, especially ones that look like human beings for some reason, right? Who needs a significant other when you could have a knife-wielding space psycho up in your sheets, huh? What do they do with them when they get them, huh? Maybe a little napping,
Maybe a little snuggling. Maybe a little nut. The visuals of the first Outer Worlds depicted a frontier colony in space. The Outer Worlds 2 is driven by an invasion of the Arcadia colony system by Auntie's Choice, which shifts the visuals to be more reminiscent of a World War I-like setting in space. That evolution is seen across all aspects of the game, starting with the factions. How do you militarize everything, including extreme capitalists or math-crazed scientists? In a World War I setting, war comes with propaganda. The Sovereign uses it to maintain control. Auntie's Choice uses it to help their bottom line. The Order just wants to show how it exists within the grand plan. We want players to feel like Arcadia is a living, breathing place scarred by a long-standing war. Fairfield, one of the first towns you encounter, was once under protectorate control, but has recently been taken over by Auntie's Choice. They don't just occupy the town, they rebrand it with their signature style, repainting buildings, posting guards, and adding propaganda-based holograms featuring Auntie and the Moon Man. Showing the towns evolving after the invasion helps us push immersion for our players. One of our priorities in visually realizing the world of the Outer Worlds 2 was making sure everything is clear and recognizable from the player standpoint. We want to make sure each faction has a particular look and design. So when the player is running across these vast, different environments and landscapes, they're recognizing the motifs and visuals of who they're talking to, what they're going to be talking about, and how that progresses throughout the story. The first Outer Worlds was really about the player interfacing with corporations. And while we have that in the Outer Worlds 2, we really want to express not just the corporations, but how the player interacts with other facets of the world, like government entities or religious structures. And then we elaborate on those. With larger environments, we wanted to encourage exploration by improving player mobility across the board. Now you can run, slide, double jump, mantle, and parkour your way through all of the nooks and crannies of these worlds. It really allows the player to just explore and have fun finding really cool stuff. We've aimed to make everything in the Outer Worlds 2 better from top to bottom. The RPG elements were the start, but that's touched our story, our art, and especially our gameplay. A good sequel is true to the original. That's first and foremost, right? Like, we all want to add in a bunch of things as you're making a sequel, right? We want to make it bigger and better in every way. That's what we were trying to do here. And I thought, we did not need this consultant. We've made enough sequels. We understand how to do this. And I will say, I don't think it's been entirely successful. I am very proud of the combat improvements we have made in the Outer Worlds 2, thanks to my patented combat system. You may be thinking to yourself, it can't be that good? Shush, what are you even talking about? You haven't seen it yet. Watch this. Put a helmet on, because I'm about to blow all of your minds with my COMBAT system, combat system. My name is Mark, I'm the head of sequels. Shall we begin? You're thinking, what's C for? C, capitalize the fact that the people loved the first game. We're gonna take those people, we're gonna make them buy the sequel, giving out pounds. Quick ones, ha, not you, Dev. Here we go. What comes after C? O, optimize for player satisfaction. I am terrified of online gamers, okay? I want to make them happy, so let's, okay? All right. Mobilize the players so they're ready for that sweet pre-order. Clap with me. Sweet. If you don't have rhythm, Brandon, just say it. Sweet pre-order. Everybody has a different rhythm, and it's blowing mine, and here we go. B, burglarize. What is this? It's basically just finding new ways to loot dead bodies. You know what I mean? Right, Otis? Okay, well, it's a big part of the game. A, you gotta agonize about how many people are gonna be angry that we have just put so much combat into this thing and almost no romance at all. We should look at ourselves. What is wrong with us, huh? We can't have one love story in this? How many people have been in love? Raise your hands. Raise your hand if you're in love. Okay, are you lying? I have a wife. Put your hand down. T, toi. In French, that means two, sequel. I think that means 3. Okay, you're getting ahead of yourself. Come on, Claire, we're on 2. And how do we end it? Anything is possible. And we've established that we're the best there is and there's no sequel better than us. And if I could just say one more thing, thank you very much. I know I've kind of changed the world of video games today. For the Outer Worlds 2, we wanted to improve gunplay in every way. We focused on improving the feel of each weapon, the way a weapon snaps into ADS, the way recoil feels when firing.
and how impactful our sound effects really sell the weapon's fantasy, to things like how unique reload animation can add a lot of character to each weapon. We've increased the variety of weapons by including new weapon types, but also through a host of fun and unique weaponry. We have things like the Borscht Blaster that fires out tumors that can explode like grenades, or can even be eaten by the player for additional health. We have a weapon called Rookie's Reward that will actually level up the more you use it throughout the game. And every time it levels up, it's got fun fanfare where it's like shooting out confetti and it's got a fun little setup. Там тебе не ножичком тыкать, ходить, блядь, We have a как really этот fun ебанутый, weapon called the блядь. pop-up gun. It fires out ad drones that will distract your enemies with corporate ads, slogans, and jingles. While your enemies are distracted, you can focus fire on them or explode these drones for additional damage. New to the Outer Worlds 2 are throwables. So you can use frag grenades to flush out enemies, smoke grenades to camouflage and escape, distraction devices to bait enemies into a stealth attack, and even science grenades that will levitate enemies, allowing you to fire upon them while they float helplessly. And of course, science weapons are back. We have returning favorites, like the Shrink Ray. This time it's been upgraded so you can shrink your enemy down to the size of a sprat and run over them, exploding them into bits. The Shrink Ray, that was probably my favorite one from the first game, so we brought it into the second game, but we improved it though. So instead of shrinking your enemies for a short period of time and having them re-expand, this time they stay shrunk, and we actually added in the ability to step on them and kind of squish them and kick them, because we knew that that was the player fantasy. We knew that's what everybody wanted to do. They wanted to step on the enemies, they wanted to kick them, so we made sure to double down on that stuff. In addition to things like our returning favorites, we also have some really fun and unique new science weapons. One of them is called the Armageddon. This one's really cool because it actually shoots out these masses that are like these little arms that will stick to people or cover or all kinds of different things, and they will continue to just hit them until they get destroyed. And we have another one that's just super cool called the Spectrum Dance Saber. This is a melee weapon that actually lets you attack to a musical beat. And if you continue to do that, you'll actually get additional bonuses each hit you do. One of my personal favorite weapons is called the Big Bang. It's just a big freaking gun that uses material harvested from rifts to shoot out a giant ball of energy, vaporizing everything in its path. Now, ammo's extremely rare for this weapon, but you can use it in just the right situation to devastating effects. Like another great one is Gary. If you wear Gary, he will lash out at your opponents as you're walking through combat. So we even have science armors, and we've really kind of shown off what we thought was really great for the player from a science perspective. We're all about letting people play the game their way. There are some players who prefer to be immersed in a first-person view, taking in all of the details. But there are others who really prefer to take the world in from a third-person perspective. Why not allow both? Well, now you can swap between the two, letting you enjoy the experience in whatever way you like. One of the things I really like about having the third-person mode is being able to see all of the fun and unique armors and armor combinations and weapons that you can equip your player with. All of the actions that you could do in first person, so you're double jumping around, you get to see your character in that way, and you get to take in the world and see things in a different light. The Outer Worlds 2 is really the biggest game we've ever made. Bigger choices, more reactivity, more weapons, more things to find in each of the worlds the players can visit. The team has done incredible work bringing the Outer Worlds 2 to life, and we can't wait for you to play it. Even though we've always been a multi-project studio, this is going to be the first time we've ever released 3 games in 1 year. It feels amazing to do. We're so excited for more people to be playing our games. It is truly an exciting time here at Obsidian. We're exploring worlds big and small while expanding on franchises that we've created, and we have no plans to slow down. We hope you all continue to come along with us as we do what we do best, make your worlds your way.
по-моему, сделали неплохое. Посмотреть надо что. With The Outer Worlds 2, we're all about the best place to play, which is also the promise of Xbox. You can play The Outer Worlds 2 on this Xbox, but it may be hard to play it when you're staring at all these beautiful holes. Let's cut that. You can play The Outer Worlds 2 on this Xbox. Oh yeah, now that's Microsoft. Or you can take a phone call on this Xbox, then play The Outer Worlds 2 right after. Excuse me, I'm getting a call. Hello? What am I doing? I'm playing The Outer Worlds. Hello? Yeah, this is Mark. I didn't know I had jury duty today. You could play The Outer Worlds 2 on this Xbox, but it takes 2 people to lug around safely. We're gonna go up to my apartment, okay? And this is an Xbox you actually wear that also plays The Outer Worlds 2. What do you think, Claire? This is amazing. Are you playing? I think so. Fantastic. So now this is actually not an Xbox, so you cannot play The Outer Worlds 2 on it. Can't play anything on this. I guess Bread. You ever play Bread where you take it out of one slot, put it in the other? I don't have friends. If you pre-order the premium edition now, you'll get early access, which is like a prequel to the sequel, or is launch the sequel to the pre-order, or like, why are any of us alive at any time? It doesn't matter. Either way, my job here is done. It's time for the Grounded 2 portion of the Direct, which is sort of like the sequel to the Outer Worlds 2 portion of the Direct, which I absolutely just hit a home run with. You know, it's really nice to see my influence go on to other games. Take it away, team. And big exit. We're so proud of Grounded. What started as a small passion project to make a quirky game where you're shrunk down to the size of an ant, trying to survive in a backyard, grew into something way bigger than we ever imagined. Over 25 million of you jumped in, explored, built, crafted, and fought off giant bugs together. Y'all helped make the entire experience very special to us. The team's been cooking up a ton for Grounded 2, and we're so excited to talk about it. I had to grease some palms to steal a bit of time from the Direct to give you a deeper look. There were so many possibilities and ideas that didn't make it into the first game, so with the sequel, we have the chance to dream bigger. To achieve those dreams, we partnered with the amazing folks at Eidos Montreal. Together, we're taking Grounded from the backyard to an even larger world, the Brook Hollow Community Park. When we started working on Grounded 2, we knew that we wanted to make a bigger world. Fortunately for us, Eidos Montreal became our main partner on developing Grounded 2. They have a lot of similarities to the sorts of things that are important to us at Obsidian. They tend to make very narratively strong games. They make games with really deep characters and great character progression. They make games with great gameplay. Everyone at Eidos Montreal is thrilled and honored to be working with Obsidian Entertainment. Our two studios share a lot of DNA. The same things that are important to Obsidian Entertainment are important to us. Choice and consequences, player communities, and doing justice to great IPs and great franchises. The fact that we're the first partners that they're working with to make a sequel to their franchise feels like we're an important part of their history. The events of Grounded 2 take place 2 years after the first game. The same 4 teenagers are returning. So there's Max, Hoops, Willow, and Pete. They're a couple years older, which means they've gone through a bit more high school, a bit more mature. It's 1992. The world's a little bit different, but we're still in that fun, nostalgic era of the early 1990s. Grounded 2, we're moving the action out of the backyard and into the Brook Hollow Community Park. Not only is it bigger, it allows us to tell a lot more stories and expand the world of Grounded by exploring what the community of Brook Hollow has been up to and what they've been through. The park overall is about 3 times the size of the backyard, and our initial starting area is actually the same size as the entire backyard from the first Grounded. The reason we wanted to move into a park wasn't just to create a bigger world, but was to give us the opportunity to explore the community of Brook Hollow and what secrets have they been hiding. What we love and what we're excited about in terms of the park
is the opportunity to create environments and landmarks that are mundane at normal size, but are colossal wonders when you're the size of an ant. Everything from a giant trash can to a community picnic table or a snack bar. All of these areas come to life in a brand new way. Part of the fun in Grounded 2 is that the park was evacuated really quickly right before our teens were shrunk. And that means that the park has been sort of turned upside down and is in a topsy-turvy state. And that leads to really fun environmental storytelling, but it also leads into the creation of amazing biomes for our characters to explore. One of my favorite examples of this is the ice cream cart. In all of the commotion, the ice cream vendor's cart has been knocked over and its contents have spilled out into the ground. And what this means for our young adventurers is that they'll be able to explore this frozen cave of interesting challenges and colorful Lovecraftian horror. We have one anthill that's actually somebody decided to bury a bunch of toxic stuff in the park. And so there's all these toxic chemicals underground. The environment looks very cool and very spooky with all of these sort of chemical pools. And of course, nothing can live down there except for one type of insect, the cockroach. We are oftentimes reinventing environments, and in future updates, you're going to see a ton of new stuff. Дим, ну чё, You как do a lot of показали, чё fighting against классное. insects of all shapes and sizes. We didn't just want it to look better, we also knew we wanted to add a new layer of strategy. The changes that we Ну, made по сути, weren't limited to tuning animations Outer Worlds они все больше показывали. Вот, а в остальном был трейлер от какой-то студии, я забыл, у меня трейлер на канале есть, забыл, как называется, там китайский иероглиф. Мне как раз ссылку оставлял на эту тему. Вот, а так, блин, тут как бы у них на самом деле все круто. Все круто по сравнению с другими проектами, блядь. Пидун, не ох 3, что ли? Не, боевик. Боевик малоизвестный. Вот. На трейлер на канале есть, короче. Вот. И там как раз в трейлере была ссылка на канал, кто выпускает. На, смотреть на канале у меня. Вот. А так, что вам, что неплохо? Я Outer Worlds, блин, я бы попробовал. Вообще я бы геймпасс попробовал на год. Если бы не было ограничений, да? Консоли мне интересно. У них как бы все неплохо. На, все смотреть. Просто на любителя. Тот же Grounded, я вообще в него не играл. И не из-за того, что там не хотел. Где-то возможности не было. Вот. Так у них неплохой кооператив они делают на самом деле. У них много игр, когда на Xbox играл. Камеру. Когда на Xbox играл, то есть много аркад играл разных. Когда перестал, уже, понятное дело, перестал. Тем более, что у них не все аркады есть порт на компьютер. А так у них очень качественные продукты на самом деле. Та же финалка, которую они упомянули. Я очень уважаю эту вселенную. И поиграл бы сейчас во многое из финалов. Это намного лучше, чем непроработанный продукт играть. Те же текстуры. По поводу этого как раз и говорю, зачем брать какой-то недоделанный продукт и пытаться в него играть. Есть много игр, есть уже защищать игры. Возьми тот же Anthem. Качественный, но недоделанный продукт. Если бы комьюнити отнеслось к нему более положительно, может быть, было бы что-то иное. Просто надо было разработчикам дать понять, что нужно доработать. Breakpoint, Ubisoft сами вступили.
Комьюнити к нему отнеслось нормально, согласен. Мудаки. А так в целом по Xbox у них неплохие проекты. Очень неплохие. Они в них вкладывают до хера. Как бы есть возможность это делать. Поэтому тут глупо было бы, если бы у них говно было бы. Не знаю, почему некоторые проекты современные. Ты возьми тот Star Citizen, и до сих пор он висит в воздухе. Многие выкидывают ролики по поводу того, что мошенники и все прочее, там как бы до хера чего моментов есть. Хотя я в него попробовал бы поиграть. Они же пытаются до сих пор его что-то там двигать. Но, правда, не знаю, с чем это связано. Может быть, им еще денег хочется. В принципе, почему нет? Может быть, именно так и все и происходит. Проектов-то дофига. Выделить что-то конкретно не могу. Только единственное, что вот я говорю, финалку. Потом Gears of War. Вселенная. Она у них хорошая, качественная. Вот. Сейчас они собираются уже ее ремастерить, перевыпускать. В целом я бы, вот, допустим, поиграл мне. Тем более, что Gears of War все 4 части, те, которые до этого были, 5-ю, правда, не прошел. До сих пор можно было пройти, кстати. Надо было. Она хороша, в принципе, как и все Gears of War. В моем понимании. А этот весь кал нахер пошел. Ну что, упалаться в говно, когда есть хорошие Пидун, гирсы же они под кооп заточены, да. Ну да, там кооп, я 4 части проходил один. На Xbox, вот, я почему и говорил, что российских игроков меньше, больше европейских. Потому что сам столкнулся с проблемой поисков игроков вот именно в те года. 12, 13, 14 год. Тогда даже просто сеть, чтобы нормально работала, нужно было порты прописывать. Дополнительные порты прописывал, и Xbox более-менее играл. То есть, допустим, если на тот момент у тебя была скорость 100 метров, то на скачке у тебя было 10 метров в секунду. И пропускная способность была жутко маленькая. Приходилось прописывать порты, но скорость это, да, ну, не сильно прибавляла, но хотя бы чуть-чуть она вырастала. Не сразу говорю, там, такого же, такой же отдачи, какой должна быть, она не было. Вот, но это вот лично мой опыт. Я как раз тогда сидел на Ростелеком, который потом разругался очень жутко. Поэтому мне чувак орал, что типа, да не, русских игроков всегда много было. Ну да. А поиск серваков, а поиск игроков вообще херня, да? Пацаны видели, как я играл тогда в то время? Я говорю, они задавали вопросы мне по поводу этого, как я в Crysis играю на геймпаде. Потому что для многих это было сложно в понимании. А так, видишь, у них довольно качественная вселенная. Кто бы что ни говорил. Вот эта же игра, посмотри, вот. Она соответствует тебе. Поэтому, как бы сказать, если ты можешь делать, бери и делай. А если ты не можешь, и говно получать, то хули там пробовать.
понятно, хочется расти, так и расти как-то в разумных там моментах. О, опять Outer Walls хотят они что-то, да? А, это просто они повторяют, что они про это само. Вот, вот про этот. А, все уже. Это мудант, to first. И вот этот мудант есть трейлер на канале. Но я не знал, как перевести этот иероглиф. Я что-то там написал, не помню. И выложил трейлер, короче, и внизу ссылку на канал студии, которая разработчик. Я случайно тоже с ними, ну, как бы познакомился, было неправильно сказано, набрел на них. Так до хера игры всякие. Xbox я вот играл, не разочаровался ни разу, у них очень качественный продукт. А сейчас вдвойне, потому что у них еще и купленные студии есть. Очень неплохо. И после этого слушать чушь говорю, блядь. Так и хочется сказать, давайте я похлопаю свои широкие ладони. Вот, кстати, но несмотря на это, я никогда не ставил в сравнение Xbox и плойку. Потому что я не вижу смысла сравнивать их, да? Ну как бы, что лучше? Нету лучше. Они просто дают разный контент. В одной консоли один контент, в другой контент другой. И смысл бодаться я вот не вижу. Да, там была война фанатов, которых я точно не... Мне это не было смысла, я не видел это, потому что я играл и на плойке, на Xbox. Как я могу участвовать за кого-то, да, отдавать голос, то если я и за тех, и за этих. Поэтому я просто не участвовал в каких-то таких дебатах. Держался лояльно, потому что я еще к тому же еще и на компьютере работал, играл. А они же там и с компьютером там спорят. Это все пытаются доказать. Я не вижу в этом смысла, да, как бы смысл доказывать. Xbox это Forza, PlayStation это Gran Turismo. Потом Xbox это Gears of War. PlayStation, блядь. Привести в пример. Блять, Uncharted, хотя как-то получается, это как-то странно, да? Вот. Пидун, ну Форза и биотуризма субъективно. Ну, тут как бы, так сказать, тут своеобразно. То есть в Форзе есть свои плюсы, в Гран Туризмо свои плюсы. Потому что я играл и в то, и в другое. И вот лично вот так вот, если отойдя в сторонку, то есть там и там есть моменты. Потому что как бы если брать мировых лидеров, да, то есть по гонкам, у нас же что получается? Гран Туризмо, я Крю не беру. Крю это вот субъективно, это вот на вкус. Реально. Потому что по мировым показателям, ну как бы кому не обидно не было, ну по факту. По мировым показателям Need for Speed лично для меня, да, как вот создается ощущение, да, то есть как я вижу эту ситуацию. Пидун, ахахну Крю детсад, вне конкуренции. Вот. Need for Speed, Forza и Gran Turismo. Это если брать такую игровую, аркадную, местами симулятор. Но если брать конкретно серьезные темы, но серьезные темы мало кому известны. Вот, и пользовались там конкретным успехом, потому что если брать
Разные года, там еще можно вклинить там тест-драйв Unlimited, первую часть, на которой многие, да и вторую, в принципе. Пидун, ну серьезная тема, это ток Ассета Корза. Да, поэтому Ассета Корса, она, боюсь, что вот всех делает полностью по подходу, потому что она вот именно среди этих как-то может вклиниться местами, да, то есть, но при этом она профессиональная. Профессиональная в плане подхода, и то есть вот насколько я знаю, она вот прям полностью отвечает. Кто бы что ни говорил там. Есть там по тематике, да, то есть если брать года разные там и всякую хуйню еще разные там. Еще давайте сравним рубль деревянный, да, и сейчас который как бы вроде деревянный, а хрен его знает, деревянный ли он. Вот, потому что как бы как и доллар, да, как бы там есть моменты определенные, которые остаются спорные, как бы сейчас уже, когда все поменялось. Вот. Моменты. Раньше он был деревянный, сейчас хрен знает, даже я не уверен. Потому что есть моменты. Вот. Так и в игровой индустрии. Сейчас, когда некоторые люди пытаются пропихнуть вкусовщину, как якобы что-то глобальное, как я говорю, этот разговор был, да, пример был у меня. С чуваком разговаривали про Path of Exile. Человек сравнил Path of Exile и Diablo. Бля, это насколько надо быть сапожником, чтобы вот сравнивать такие продукты? Конкретно он взял сравнение Diablo 4. Да как бы насрать на самом деле. Diablo какая часть? Это Diablo лично. Пидун, Дим, приятного, что кушаешь. Ну, спасибо, да, котлету он туда пожарил. Вот. Diablo и Path of Exile смысл ставить рядом нет. Я бы еще, может быть, Torchlight, но не. Torchlight это тоже диаблоид, но он других категорий, других разрядов, и он не спорит. Но он вышел уже намного позже. А Path of Exile вообще разговоров нет. Path of Exile это да. Некоторым диаблоидам вопросов нет, отношения имеет. Пидун, там PC Gaming шоу началось уже вроде. PC Gaming? Подожди, это... Где это? А PC Gaming это что? Сейчас, подожди-ка, вон. Да. Поэтому сравнивать такие вещи как-то, ну это, блядь, дебилом надо быть на самом деле. Так, надо немножко качество посмотреть. А, тут только так, да? Remember, D, it's just a job. А, Верка. Пидун, ой, Виарки сразу дроп. Да, я бы в Верку поиграл, знаешь. Но у меня нету. Попробовать просто ради интереса. Я помню, телефон, знаешь, можно делать-то эту херню-то. Первый раз я когда попробовал, блядь, я охренел, там стоял вот так вот, короче, всяко. Мать его, как меня-то приколола вся эта херня. Far West.
Приглашает на плейтест. Dungeons and Dragons. Пидун, в теории наскок. Я знаю, их можно и на клаве мышки пробегать. Алекс хотел пройти так. Не то будет. They call you the Shard Bearer, a piece of Gith's blade within you. The only one who can help us defeating the King of Shadows. Bring in the accused. Did you really think you could keep such relics of my people? Графика такая, как будто тоже VR-ка. Пидун, да это понятно, ну хоть что-то. Ради сюжетки. А, ну. По ходу события в Neverwinter Nights. Угу. Enchantment Edition. Obsidian's 2006 classic RPG, but it's all new and shiny again. Honestly, I'm calling in sick the day it launches. Ooh, me too. I think my excuse will be food poisoning. I was gonna go with regular poisoning. Interesting. Go on. Well, I already have so many sworn enemies and even more unlabeled bottles in my kitchen, so it's entirely believable. You know what? You do you, my guy. Пидун, In the Лекс meantime, Лютер let's check in ведет with Frankie шоу. and Jacob about the rig. Thanks, Mika. I'm here with PC Gamer's managing editor of hardware, Jacob Ridley, and during today's show, we're going to be building an awesome custom PC. Even better, everyone watching will have a chance to win it for themselves. This PC will be a gaming powerhouse with an AMD Ryzen 9 9950 X3D, a Gigabyte Radeon RX 9070 XT, plus 32 gigabytes of Corsair Dominator Titanium DDR5 RAM. We're also throwing in a Corsair K70 Pro keyboard, Asus ROG Swift OLED Пусть monitor, мне отдадут and a материал. Corsair Nightsword RGB mouse, all handpicked by Jacob. X870, We да, didn't по-моему? forget a thing. We're even including a mousepad. That's where your mouse lives, sleeps, and entertains other mice. Let's get to work. Я бы не отказался. Hey there, PC Gaming Show. Check out this next trailer. It's fabulous. Fresh tracks. Or I will get you. How do you stop that which never ends? In the endless, no two journeys unfold the same way. Come, remain by the Тоже, походу, fire and VR-ка. hear the tale of Norwind's greatest champion. Пидун, о этот сейчас в фильме по Until Dawn снялся известный актер. Видишь, я что-то пропустила, что-то нет. Где-то я знаю хорошо, а где-то могу просирать. Потому что было в свое время, когда периоды где-то по работе, где-то что-то. There's no one I would rather die alongside than you, my Тоже champion. походу VR-ка. Что-то смесь из игр идут. Это какая-то игра, короче, просто там элементы были, показались. Видел ее, только не обращал внимания. Coming up in the show. Это артс. А-а.
Это же это, фотопон-то они, да, делали? Из этой вселенной получается. Как я понимаю. Сейчас они аркады, походу, будут лупить. Угу. Интересно. Я раньше любил такие темы. Сейчас единственное, что вот желание есть Зельду поиграть. Я помню, Зельду как раз вот так же играл. Это еще на ГБА, короче. Эмулятор ставил. Мне понравилось очень. Зельда именно. Ну, это понятно, это немножко другое. Мягко говоря. Просто многие, кто в это играет, ищут хардкор, а я наоборот стараюсь какой-то этот. It's important to celebrate when Свою something тему найти в reinvents этом itself. мире. Necess overhauls its graphics, gets major updates. It's beautiful. It's almost as beautiful as the rig's Corsair RM1000X fully modular ATX power supply. Oh, it's poetry. In fact, the only thing more poetic is a perfectly executed heist set in a dystopian techno future. Yes! When we heard the makers of Payday and GTFO had a new co-op heist FPS in the works, you know we had to find out more. So we infiltrated 10 chambers and interrogated the makers of Den of Wolves. Here's all the info we dredged from their genius minds. We were prepped and ready for the heist. We had stolen Tier 7 passkeys. По идее, две части у меня есть, ни разу не пробовал. And rerouted the security comms. We're in position. The package was as good as Когда мои ours. знакомые играли. Every variable accounted for, but we fucked it up anyway. Иду, а они черт с третьей сиранули. Это ДЛС, наверное. Наверное. Next time, we gotta be even more prepared. Я хотел в Killing Floor 3 поиграть. Вот. Хотя первый, второй мне не понравилось. Но вот третий мне показался интересным, но, блин, опять-таки. Она такая условная очень. Den of Wolves is a first-person shooter, 4-player co-op
heist game taking place in the future. We А, focus a от lot on player создателей agency, Payday, Дэн story, Вулф. and keeping the player on their toes with some interesting elements that take you out of the brick-and-mortar world of Midway City, where the game Или takes place. похоже на It's a power Payday. fantasy, even though there's obviously tension Пидун, as well, ага, with, чё-то like, слышал stealth давно. segments and stuff. But the identity of Denna Wolf primarily is balls to the wall. Блин, Флор скоро выходит, по-моему, 20 числа, что ли? Пидун, вроде она в производственном аду была. Меня не впечатляет чё-то. The freedom we have with this sci-fi space is a bit terrifying, actually, because you can go nuts, basically. We've actually told Ну, сейчас ourselves модно to же not PvP, try там to вот эта вся overdesign фигня, stuff, там but not кооперативы. limit us creatively. So designing the Midway City from the start, we knew we wanted big megastructure buildings to actually place our levels within and be free of how big levels we want them to be. It's this very large city arising from the sea. You want to look out at the city and see, like, okay, so this is a living, breathing city and it works. Пидун, да жесть ее в 2017-м анонсировали. Coming back to the heist genre is sort of a, I don't know, after Payday 2 I felt like I had so much more things to do in my head, like what I wanted that game to be. A contemporary setting limits you in so many ways. Everything you do to enhance the game breaks the theme. With a sort of a sci-fi theme on it, it enables you to stay in the pocket of thematics and still solve things from a gameplay angle. When making a game concept or a world, you have to think about what tools it gives you to solve problems in the future. And the sci-fi thriller theme gives us a lot of tools to play with. Midway is just a corporate haven. Самое важное в этой ситуации, чтобы они что-то из себя представляли. Была бы какая-то изюминка, которая эту игру закрепит. Хотя бывают и неизвестные продукты, просто так похожи на другие. Бывают, стреляют своеобразностью. По-всякому же бывает. So there's something called dives in the game. It's basically a neural heist. In the middle of whatever you're doing in the видишь, что у них прикол you какой? can basically jump to this other Переходит. place. Thematically, there's these architects that Вот у него в build чем these прикол. defense mechanisms that gets injected into people's minds, and then you're trying to break into one of those. Ну, может, через этой механики они выстрелят. With visual art design and gameplay design, just tracking down this specific person that you need to make a dive Дэн Вулф. into У меня to что-то, extract по-моему, information. трейлер You don't есть. need a bank vault for that. It could be a suburban, gritty Название area, or it знакомое, can ну. be a very high-end luxury apartment of some sort. The dives provide change of pace and change of Пидун, intensity ах, ах, in the я gameplay, дурак. change Это of по scenery, фильму and it вообще could игра be походу. a Недавно nightmarish 2 sort части of посмотрел abstract Чушака. thing. Imagine trying to navigate a forest or something like this. But it could also be a Japanese temple or fortress in the Swiss Alps. We could just mix a lot of different stuff together because it's this very abstract place. And also with gameplay, we could go from a shooter to a platformer to a horror theme. Or we can have sort of parkour Они experimentation where в you can run последнее on время walls, пытаются mimic за rules счет for сложности what the до dives are, хера what they can выплывать. be. Некоторые. The heist fantasy in general maps really well to game psychology. I'm a psychology-driven game designer to a large extent because we want to motivate you to keep playing and also like what are we stealing and what's the economy of the game. And I'm not talking about getting people to spend more cash. It's what's the drive of the game. And I think building new things or crafting things is a very interesting area. A good example would be like this thing we did for Payday where you would craft masks and this kind of thing. Yeah, we're going back to the masks. I've heard people tell me before, like, oh, GTFO and Пидун, акцент у ребят скандинавский. I'm like, really? Yeah, maybe it is. But we wanted to make something different. Like, we didn't want to go fully masculine, maybe doing, you know, these big skull masks. Like, we don't want to limit us to not do it, but with the mask we have now, we actually wanted to bring some feminine, some sexiness, so one of the inspirations
we actually had was the Keira Knightley pout that she has, and there's also like these Japanese theater demon masks with Hannibal Lecter type of style. So as in the dice, you know, basically you make anything. The masks are this expression to allow them to expand the world inside of themselves. So finding designs where they don't really know where to put it, in what categories, we try to hit kind of a sweet spot there. This is gonna be a high-paced, intense, and a very fun, collaborative game. Playing together with friends is a beautiful thing, right? Especially when we have these situations where shit hits the fan, we panic together and try to solve it. So if you put 4 people in a room and they play it, and you start to hear voices go up, and they start to be loud in the room, then you know, like, yeah, it's something, you know? If you want to find out more about Den of Wolves, head to our Steam page and make sure to wishlist now. Да, есть трейлер на канале, по-моему, у меня, если не путаю ничего. Жесть. Ну, для определенного круга людей. У меня вопрос такой, зачем? Да. Frankie, this is my first time on the PC Gaming Show. Any advice? It's not that hard. Just show up on time, learn your lines, and don't cross me. Don't you ever cross me, Ridley. I will destroy you. Also, tea with honey is great for a scratchy throat after a long day on set. Okay. Want to rehearse the next scene? It's that silly one where I'm trying to detangle a bunch of headphone cables and you learn the folly of crossing Frankie Ward. I have powerful friends and a long reach. Or you could tell us about the next bot you're going to install. Yeah, let's do that, please. Right, the X870E Aorus Master has a few special features to make PC building easier. My favorite is this tool-free SSD slot. Press a button and the heatsink comes away. Then push down on the latch to install your SSD. No screw required, which means no more crawling on the floor looking for said screw when you inevitably drop it. Then there's this Wi-Fi antenna. This combines standard 2 Wi-Fi connections into one easy to install or remove connector. No need to screw anything in. Lastly, if you want to disconnect your GPU, hit the button in the corner and pull it out. Job done. Welcome to Evil Empire, where we've been working on the Rogue Prince of Persia's early access for over a year now, pushing the game way further than we ever imagined. I mean, just look at me playing. I'm happy. Пидун. The team Реклама is материнки happy, типа. and our boss is happy. And the players, well, they seem happy too. Our 1.0 launch is fast approaching, so here's where we're at. Сегодня, кстати, ёшкин кот, выкладывал я трейлер тут. Это самое. Сегодня смотрел отзывы по Дюне. 2000 отрицательных отзывов. Ну, после того, как этот постримил, думаю, дай-ка гляну. Там чуваки там до хера что пишут, короче.
Пидун, предсказуемо. Ну, реально там до хера народу. Я-то думал, знаешь, я один там мудак такой, короче, который там, которому не понравилась вот эта вся херня, блин. Нет, там до хера народу очень. Кто говорит. Много чего. Я сегодня на стриме сказал, им надо было на тест обычных игроков, а не стримеров, как сейчас компании любят брать, чтобы прорекламировать свой продукт, если бы они хотели. Потому что, ну, прорекламировали, а потом деньги начнут возвращать, и чё? Вы в такую жопу встрянете. Берите обычных игроков, и все будет замечательно. Они хотя бы не будут пиздеть, им не будет смысла. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this Кондуктор, situation. We were the это. conductors of the train, tirelessly serving our passengers with А, kindness ну and да, respect. тоже трейлер на канале есть у меня по этой теме. Please back away from the door. Hey, what's up? Yes, get motherfucking ready! Listen up, scumbags. You rats will never get me out of this control room. You understand me? Never. Car key. Bro, let's just flush him out. I'm tired. Do it. Run. Move. Hull compromised. Please evacuate the train. Those ungrateful mother... Bro, we can literally intercept the conductor, steal all his shit, and extract. Let's go. I'll take right, you take left. Say go. Go. There. We got them! We got everyone! Engine fall in 10, 9, 8. Carabao, we gotta move! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Есть у меня трейлер. Пидун. Недавно бихолдер-кондуктор попробовал, вроде ничего, кстати, но забросил. eFrontier's Founder Access is the first public step in creating a visionary sci-fi survival experience. Новый if. You start your journey alone, a tiny blip in a seemingly endless Или это дополнение, или сезон. As you struggle to gain a foothold in this hostile world, you can build rudimentary structures, improved ships, components, and more. You'll begin to discover details about the universe and the ancient civilizations whose remnants still roam the skies. Everything requires fuel to operate, and good resource management is crucial to survival. The most potent source of fuel, crude, is necessary to build formidable ships, advanced structures, and even stargates, reconnecting the vast universe. Не, if серьезная штука. Smart structures are highly customizable and open the possibility for emergent gameplay only bound by your creativity. Я боюсь в такие проекты залазить, потому что меня не хватит просто. Trading hubs, advanced security systems, and more. Are you ready to lose yourself on the frontier? Wow, I knew space was dark, but that was dark. CCP really knows how to make the destruction of the universe look kind of beautiful. I'm honestly looking forward to being ambushed in the depths of space in Eve Frontier. But if you're like me and the thought of being caught off guard is a no-no, just head over to the PC Gaming Show Steam page and you'll find every single game we're showing today in one convenient spot ready to be wishlisted. So no scary surprises. Absolutely. And now here's a look at some of the great games from puzzle publisher Astrological. I'd say the days are blurring together. But what days? As for the isolation, I'm an introvert. It suits me. The contracts just keep on coming. 2 more rigs to construct. That will put me short in power. Gonna need more hydrogen generators.
Good news is, I've managed to synthesize 334 liters of water in the last 24 hours. Now they want 200 liters of ammonium hydroxide. Rewards are good though. On completion, we'll finally acquire an electrolytic reducer. Серьезный And подход. with all that methane in level 2, that means methanol. After that, despite the fact no one really knows what's down there, I push on and keep going deeper. Welcome to Matsuzawa Manufacturing Factory number 1. Забавно. Пидун, честно, шоу ни о чем. А, не бывает аркадами. Сейчас я 2 минутки прервусь, схожу, подышу. This is a factory in Modulus. Here, we're producing blue cores. Let's see how we got here. This facility was built out of these 3 modules, which were joined, stamped, and dyed with pigment. Produced here, in our blue pigment refinery, which was constructed from these modules, made by combining these modules, cut from cubes, which were melted from polyrock, extracted here. So, Jacob, have you got any quick PC building tips you can share with our audience? Here's one. You know when you accidentally drop a tiny little screw into your PC case and it just disappears? Oh, yeah, I hate Сейчас that. просто игры Do you have some cool превратились hack в for quick галимый idea? маркетинг. My Из-за tip is этого и that шоу screw is gone такое forever себе. and you should pretend it never Продают, existed. продают, продают. Forget I asked about tips. What can you tell me about the Radeon RX 9070 XT you're installing? The Radeon RX 9070 XT Ты, is a hot пожалуйста, ticket пример item right возьми now, ту же and for Дюну, good да? reason. This is AMD's Попытка graphics просто division тупо putting its галимо best foot заработать, forward with короче. an RDNA 4 chip that can go toe-to-toe with Галимая NVIDIA's попытка. GeForce RTX 5070 Ti. If you're worried about running out of VRAM, don't be. This comes with 16 gigabytes of GDDR6. That's plenty for gaming at 4K. Блядь, Plus, it неделю, supports наверное, буду FSR4, сейчас the latest полоскать version эту of Дюну, AMD's блядь. upscaling technology, to help your frame rate. But what I like about it most is how easy it is to undervolt. This lets you run it with less power and still get top performance. Пидун, этот заебнал со своей матерью. А он уже это, видюху, они продвигают 50-70. Добавили к списку, короче. А? Пошаговое что-то.
А, стратегии. Интересно. Интересно. Марко, извините, порвать, батлдаш. Круто. Да, я стратежки как-то не очень. Я единственное, что Red Alert играл. Нравилось мне. По приколу было это все дело. Выбери будущее человечества. Мне, кстати, предложили, чтобы расслабиться, сыграть в No Man's Sky. Играй, говорит. Generation Exile. Я в No Man's Sky играл. I know our odds. Maybe it's time to consider the easy way out. А, подожди-ка, это же это Альтерс, наверное. Да, Альтерс. Вот прикольная штука. Короче, дохера моментов всяких. Ну, что-то стоящее показали. Ну, тоже трейлер есть. What if deciding, making choices was never anything more than just an illusion? What's in your heart? But if you're not ready, you're still making Такая, it about не совсем понимаю, как это совмещено будет. Just look at us. have you been ready? I just wanted to find a way out. Это, знаешь, Кодзиму соединили с этим. Это Fallout-то есть этот, где строишь-то сбоку там. Вот Кодзиму с этим соединили, получилось Альтер. Abomination Vaults. A hack and slash dungeon crawl where up to 4 players battle through a single massive labyrinth filled to the brim with monsters, treasure, and secrets. Customize each hero between 3 paths, inspired by 2nd edition Pathfinder. Or mix and match to craft the perfect hybrid. Whether adventuring solo or with friends, switch between the party's heroes on the fly to unleash almighty combo attacks to annihilate the forces of darkness. Deep below the surface, the dark sorceress Belcora Haruvex gathers her power. Are you foolhardy enough to delve into the shadowy depths of the Abomination Vaults? А, Pathfinder. Я думаю, на Torchlight похоже, блин. We meet again, little merchant. Still taking up the challenge of a double life. Torn between one endeavor and another. Же это? Two sides of the same precious coin. Как она, забыл, называется. In one life, you Есть у меня, brave кстати, в Steam, dangers, блин. while in the other, you put your skills and hustle to the Это, видимо, test вторую часть они сделали. to grow your store. As you chase that vision, you may Ну да. pause and wonder, Как это, блядь? is Называется. this pursuit Забыл, блин. more important than its destination? That answer lies within you, А, не, little merchant. перепутал с другой. Или не перепутал.
Не, перепутал. Computers aren't the only thing we build here at our hardware workshop. While Frankie and Jacob are working on... Mika and I have been preparing some more elegant equipment for fieldwork. Spy gadgets. See here. This might appear to be a standard ATX full-tower personal gaming computer. In actuality, every component is also an extremely cool spy gadget. Take, for instance, this CPU fan. In reality, Ninja Star. Huh, that did a real number when we tried it on an intern. Well, moving on, we have our range of hidden tasers. To the untrained eye, a coffee mug. Yeah. In reality, Today. a taser. Ooh, or how about this? To the untrained derriere, a roll of toilet paper. But in actuality, you guessed it, it's a taser. Hey, what about this? Is this like a hidden listening device, USB, or is it maybe a spy camera? That is, of course, also a taser. Don't worry, he'll be fine. Eventually. For now, let's check out our next exciting world premiere. Your safety is your own responsibility. Sharing a roof with someone, make sure they're humans. Check their eyes and teeth. An overlooked visitor will kill you. Hi, I'm Oscar, a solo developer, and this is my game, Botsu. It's an online multiplayer game where you control a ragdoll robot and compete in some very silly physics-based competitions. I started making this game in my spare time, and now you can play the free demo on Steam. You'll start off in the Фидун. lobby area Игра called одного Pod разраба. Central, where you can meet up with your friends and mess around with the sandbox while they arrive. When you're ready, find the gap and hop on the matchmaking train Надо to к your нему Pod срочно tournament. ехать. Your team will А compete иначе in не bonkers поймешь. ball matches, steal boxes and drag Взять your у team to него victory как бы in stockpile, производственную. and try to be the last bot standing in sumo. It's even got physics-based power-ups, like sticky bombs, balloons that work on anything, and grappling hooks to swing the match in your Слава favor. богу, что там по You can поводу play both алкоголя и online and курения split там screen at the указал. same time, and you can create crazy custom matches in the Steam demo right now. I hope you have fun. Ну, кому-то если такое нравится. Ну, Альтерс, понятно. Это говорю, что AMD пропихивают. Ну, Final Fantasy 16. Конечно, давайте, готов. Coming up in the show. Фидун. Блин, я б, если б мог время отмотать, взял бы все на AMD.
Я бы вообще бы все взял. Если поддали. Ух ты. А, No More Room in Hell 2, блин. Для меня лично это облом. Я ее запустил, она у меня как-то очень плохо пошла. Я там еще поржал так нехило, короче, по лошадиному. Стоим и забиваем вчетвером зомби палками, короче. Стоишь так, колотишь. Мне показалось это дико ржачным. Ну, при том, что я там в кооператив с кем-то попал. Бля, я ржал, и я не один, походу, ржал. Как-то она чисто поржать, знаешь, вот, можно в нее, по моему мнению. Как-то мне смешно и показалось очень. Хотя бить палкой зомби, наверное, не слишком... Пидун, ну так эта демка была наверн. У тебя же Дюна тоже плохо на демке Ну шла. да. Да, она и сейчас не фонтан идет. Она у меня на низких настройках, прям на самых. О. Очень похоже на Зельду. Мир вот этот. Графика такая. What an amazing collection of games we've already seen. Mika, we are really turning up the heat this year. We sure are. Mika, what is that? Oh, it's thermal paste. Пидун, кстати, насчет Зельды у Юбиков, знаешь же клон, есть Immortals Phoenix Rising. Не пробовал? Вроде бы и ничего. Пробовал, но времени тогда не было, мне нормально поиграть. Oh. Plus, it is an amazing cookie filler. It's like forbidden icing. Mika, you can't eat thermal paste. Of course you can, especially not with milk. Okay, let's check in on that build again. Can we put it in the computer? Absolutely not, but I'm certainly going to AMD, try. видимо, нехило Before закинули, we get да? ahead of ourselves, what kind of CPU is this puppy working with? It's with no small amount of envy that I say this. We're equipping the rig with an AMD Ryzen 9 9950 X3D processor. Put simply, this is the fastest 16-core consumer CPU money can buy. It combines the best parts of every processor ever made. The power of a 16-core monster for tough jobs, check. The gaming chops of second-gen AMD 3D V-Cache tech, check. This beast can work as hard as it plays, and it plays in a completely different league. It's the best processor in the world for gamers and creators, for gaming and for everything else. It's a beauty. If I wasn't putting it in the rig, I'd be tempted to walk out of here with it myself. Phenomenal. Peak PC gaming, courtesy of PC Gamer and AMD. Indeed. So, Plasma Globe? Plasma Globe. Looks like things are coming along perfectly with the rig. Which is perfect because right now we've got another exciting world premiere to show you from our friends at Fail Better Games. The village of Chandley is small, complicated, and everyone's got their own story. For 100 Визуально years, прикольно the practice of смотрится. horticulture has been under a curse, making even the simplest act of cultivation unpredictable. О, Sims. But you come from a long line of sorcerers steeped in the green and growing arts. Your family's old lodge has been empty for a long time, so don't expect MMORPG airs and Sims. graces. Chandley may be small, but it's thick with secrets and set in its ways. Is it ready for the return of a mandrake? The
Mandrake setting is based on British history and folklore. For research, we've walked in a temperate rainforest and visited an ancient coal mine beneath the Forest of Dean. It's a world where overfishing might cause a river to put a curse on you, and where you'll go delving for bright minerals in the forgotten deeps. Sunless sea and sunless skies did have some light cannibalism in them. You can't eat people in this one, but that doesn't mean that it's safe. There are old powers waiting in the corners of the world, and the night does not belong to mortals. If all of that sounds good to you, wishlist Mandrake on Steam right now. Хочется прокомментировать, короче. Тест игры Пицца Бандит, которая не сложилась ни хера. Вот так вот можно, да, было? Ну, вот я не знал. Пидун, гоуна же, да? Да фиг знает. Мы же до дела-то так и не дошли, по сути-то. Она такая аркадная, лайтовая. Слишком аркадная, слишком лайтовая. Для аркад, в принципе, Пидун, пойдет. а да, погулять пидахи не дали. Да. Tuesday, investigate a spooky classroom. Gain a rival. Fight some more guys. Find a dog. Wednesday, romance your friends. Kick an egg. Fight those guys. Thursday, follow some blood. Track down a missing sandwich. Pull a new friend out of nowhere. There's guys. You fight them. Friday, find a cursed dog. Learn a terrible secret. Fight a really big guy. The weekend, sing karaoke. Race beetles, rent some tapes, and generally just relax. That's 1 week down, many to go. Wishlist Demon School, an RPG with tactical battles right now. Congratulations on your assignment. You have been selected to oversee a caretaker deployment in Sector 43A. This video will introduce you to your unit and its sacred directive. Your caretaker unit manages every step: retrieval, growth, and orbital transfer. Caretakers maintain Пидун, surface в первую facilities, секунду подумал, build autonomous Cuphead power 2. systems, and adapt to any anomaly, from environmental failure to unauthorized presence. Тут что-то какая-то защита вышки типа And того. remember, Там геймплей-то мало показали прям. Так чисто анимацию. You're the only one who can safeguard the future of humanity in The Last Caretaker. So, you know, no pressure or anything. Hey, Sean, what was that? I am so sorry. I may have eaten a light snack that just didn't really agree with me. Wait a second. Did you get into my thermal paste stash again? I prefer the term computer hummus. No, that's definitely a train, which means we are right on track for our next world premiere. Sean, no! Put it down. Пидун, хумус хавал, тоже прикольная арабская тема. Это что это? Симулятор железнодорожника? Построй железку и погнали. Что-то подожди-ка. А может я и выкладывал, кстати. Ёшкин кот, нихера себе. Вот это он настроил, блядь.
Pumpkin Ruins. Пидун, очередная Зельда. We have some dirty work we need you to take care of. At your own risk, of course. Keep your mouth shut and you'll be rewarded. You want to hunt monsters? Join Norex. And don't ask questions. Аркадный SnowRunner. А, тут еще стрельба есть. Ну, сейчас очень много любителей пикселей. PCs, but can you build other things? Like a car? Поэтому, наверное, да. No, Frankie. I can't build a car. What about like a winching system to pull something heavy out of, for example, a lake? I mean, maybe I could put together... Say a car was in a lake and you needed to winch it out. Could you at least build a ramp to make the winching a bit easier? Is that something you want to tell me? I drove your car off a ramp and into a lake. But I only did it to put the fire out. My car was on fire? There is no point in jumping a car off a ramp if it's not on fire. Будет у них еще что-нибудь стоящее, пока ты есть и устал. Just check out this ramp. You should install these before you start shopping for a new car. Oh, that's the Corsair Dominator Titanium DDR5. This kit is perfect for building an all AMD Ryzen build at 6,000 megatransfers a second and with low latency. However, we've also stuffed something special here, a light enhancement kit. That's a pair of dummy sticks that look the part but don't actually contain any memory chips. This is a great solution for an AMD build, as it means you stick to more reliable slots on the motherboard, 2 and 4, while looking the part. It also pairs nicely with our Haven 420 case, which offers thermal optimization through its central GPU airflow that sits within a dual-chamber design. That sounds like the perfect hardware combo for anyone looking to frag draw cards, explore endless dungeons, or simply stream with friends. But while you're out there updating your part picker list, why not check out они this exciting повторяют upcoming game? некоторых людей, которые на стриме компьютер собирали. О, Лавкрафт. World changed in the blink of an eye. The outpost where we hoped to find salvation has stopped responding. We found it abandoned, all in ruins. Now we have to find out what happened and rebuild what's left. We make the most of the little space the tree afford. We live under a constant threat from the fog. Not an ordinary mist that we knew before, but one that overwhelms us with the worst kind of fear. And yet, if we want to survive in the new conditions, we must not only fight the fog, we must explore it, research it, understand it. As the Стратегический Лавкрафт. world depends on it.
And all before fear consumes us all. The tree provides. The tree protects. The tree prevails. Dark switch. И вот видишь различие. Xbox был. В принципе, все так нормально, гармонично смотрелось. И сейчас PC Game. Куча игр. Да, копируют, не копируют. А выделился только буквально для меня лично один проект Альтерс. Там что-то еще было. Пидун, ну Xbox неплохо разъебнали. Пидун, а вчера так вообще убийственное шоу было. Да, вообще красавцы. Ну, после вчерашнего про Мантфиши все и говорят, что Мантфиш вообще, говорит, красавцы. Я еще XBT смотрел, они, говорит, интересно, говорит, ждали обитель зла, а вот получили что. Я просто дальше не стал смотреть, когда они до обители зла дошли, что они сказали. Вот. Потому что по времени не было. Пидун, они типа обосрали 9-го обителя? Нет, они сказали, что после того, что Мантфиш показали, обитель зла, очень трудно будет удивить людей. After almost a decade, Muse Games is bringing us a follow-up to the airship combat game Guns of Icarus. Ну, типа, конкурировать сложно будет с Мантфиш такое выпустили, что, мол, типа, обитель зла, как бы, я что-то сейчас... Вот. А дальше там, когда обитель зла вышла, я уже не смотрел, что они сказали. Which is why I am pleased to present, in an attaché case full of throwing knives and tear gas canisters, the latest intel on Bond, James Bond. So we sent our secret agents to see what's happening at IO Interactive. Джеймс Бонд. Говорили, что выпустят Джеймс Бонд, где Джеймс Бонд еще ранний Джеймс Бонд, и не совсем Джеймс Бонд. Копенгаген. When things got together and we figured out that we were going to work on such a Это знакомое лицо. Вчера, по-моему, он что-то рассказывал. Huge opportunity, and also the fact that it hasn't been a game for 14 years just adds to the excitement of a comeback of this game in gaming. The colleagues that we have. Да, та самая история, когда Джеймс Бонд. Да, Фирслайт. Пидун, ну наконец-то.
and Вот applying они it to the показывают, Bond что franchise Джеймс has Бонд, been когда там incredible to see and молодой be a был, part of. We're making a standalone James Bond game, когда он не был but там Джеймс there are Бондом еще. characters and locations that I think are going to make the fans of the novels and the fans of the movies and the cinematic history really smile. In any kind of IP where there's some known aspects of the character, you can initially view these as constraints, but really they're strengths because we get to work with all these amazing partners. Aston Martin and Land Rover, collaborations with Omega, and all of these things lends itself a sense of credibility to the player that this is a real experience. Бля. Crafting this character has been both exciting and extremely challenging because it's a balance between being very true to Ian Fleming's novels on the character, yet bringing some part of IO into that. The most special thing about our version of Bond is that it's an IO reimagination of the origin of Bond himself, and it allows us to really dive in and learn about what it takes to enter this world of espionage. It was very important to us from early on that we didn't want to synthesize Bond. We didn't want to go in and cherry pick qualities from different aspects of stories or whatever. We wanted to make something that was fully original. So he's young. He's someone who doesn't yet know all the things we know about James Bond. He has all the core qualities. So he's irreverent, he's inherently charming, he's funny, but he's not yet cold, he's not callous, he's a more energetic. He has that impatience of youth built into him. Somewhere in between a naive, not yet worn down, principled young man, and then that journey onto this hard-hitting, colder guy that we might recognize. That space there was really inspiring to us. He is very true to his North Star and his values. And the story is very much about when you meet the harsh, political, dangerous world out there, how does a young man fare while still retaining his values? Not only will we get to experience the character changes and the lessons he needs to learn, but also how he gets his famed gear. The world is a big part of how you solve the problems as you get to them. Using the environment and weapons and charm, and obviously gadgets is a huge part of that. We have a lot of the gadgets you'd expect and then quite a few you wouldn't. So our longtime fans from our Hitman franchise can expect to recognize some of these core elements from our interactive in our James Bond game. A really core aspect of this game is what we call creative approach. And it has to do with standing outside a lavish location. We're going to give you an objective in here. You absolutely need to be able to do that in a bunch of different ways. But I think the biggest difference is that you need a lot of patience to play Hitman. You need to be sitting there, seeing the patrol. He goes over there and he likes wine and you overhear that thing. But Bond, he can also just walk through the front door. I'm actually just gonna go and talk to them. I'm just gonna go punch him right now. If you're a James Bond that wants to crouch along, you know, the covers and be careful and all that stuff, that's your Bond and that's fine. But we've crafted a game that has a lot more forward momentum. Spycraft is part of our DNA. However, in terms of Bond, there are two key differences. The agent we were working with before, he is an empty shell, right? He's a chameleon, whereas James Bond is very much a personality. A big part of the fun of playing the game is to see what he'll say, because he always has something great to say that you wouldn't have thought of. His quick wit and talking your way into and out of trouble is a big part of the core loop as well. If Hitman is a single-minded killer and basically the bad guy of the game, Bond is the hero. And that means that we are much more focused on his journey as a character, and we are much more focused on saving the world. I think it's safe to say that we're dialing the action to 12 on this one. We wanted a physical Bond. We wanted fighting to be visceral and brutal and violent and super fun and exciting. So we've spent a great amount of energy on making a system of free-flow combat where you're fighting multiple opponents at once. You can grab them and punch them and throw them into each other, use the environment. We really did strides and upping the dynamism, the kinetic feel of the combat, be that the melee combat and the shooting and the seamless in and out between that. It's very, very exciting. We as a studio and as a team have evolved a lot to do top class action, spectacle moments and spectacle situations, all interactive. The situations you
you get into are absolutely wild. It's because that's the 360 experience that our fans deserve and expect from a Bond experience. And we've really pushed our engine to sort of bring on this higher level of spectacle and fidelity to the game. This production has pushed our internal tech beyond, like miles ahead of what we were able to do before. Depicting these beautiful different cities and locations, exotic types of vehicles, not just normal vehicles. So take everything we know, but also evolving with technology to deliver an experience that is more advanced than we've ever done before. This has to be a larger-than-life action adventure Пидун, story. бла-бла-бла. But it's Да, always да, да. with character at its center. There's never action Не, for ну они action's пытаются sake. It's объяснить, because в it чем leads to the next thing. It's концепция. because he needs and Как has по to их do this in мнению, order да, to Джеймс succeed. Бонд это герой, спасающий мир, в то время как Хитман это одинокий убийца, по сути. И вот как бы поясняет за эту фигню, короче, типа там. И все прочее, их взгляды. В принципе, они сделали Джеймс Бонда, короче, в сеттинге Хитмана. Да, как бы просто единственное, что история другая, а так вот. Воу, серьезная тема. Не, все, короче, какой Хитман, смотри, какая тема сейчас. Наконец-то дождались. Блокбастер. Я пошел подписываться, кажется. When the world ended, we shielded our city. Safe but trapped, we endured. Until now, until you, time traveler, only you can shatter our chains, guide our armies, defend our kingdom, propel the evil hordes. Rebuild what the enemy shattered and restore the might of our city. The lands of Bastion still whisper secrets. Relics of power waiting to be claimed. Together, you are legions. Not even the hordes of the Unraveler shall halt your advance. Your strength will never cease to grow. Once banished, you will break us. Power defense. Ты чё? Поймешь. If it feels like something's been implanted at the base of your skull, that's because there has. It's in your best interest to listen to me. Свиное рыло? Я же правильно понимаю. Точно, маска надета, а там как будто это... As you can see, we are running a fine-tuned engine of gaming goodness. Oh, speaking of, Sean, what's going on with the rig? Let's find out. Frankie, Jacob, status report? We're doing great down here. Jacob is about to fill us in on what we're installing next. I'm just wiring up everything with our Gigabyte Aorus X870E motherboard. It's got a suite of features for reliable overclocking and memory performance, and its built-in thermal armor and heat sinks will keep our Ryzen X3D rig running great without running hot. And of course, our GPU, a Gigabyte Radeon RX 9070 XT with RDNA 4 architecture, and 3rd-gen AMD ray tracing tech for competitive 4K performance.
awesome. And for those of you who want to speed up your own PC build, I've got a technique I always use. A montage. A what? A montage. Так что, пацаны, получаем зарплату, все свои 15 тысяч, на 15 тысяч покупаем этот компьютер. Not gonna lie, I'm starting to get a little bit worried about the rig booting, but oh, perfect. In the meantime, here's some new tech for you, or should I say, some new Terra tech. Ну, игры покупаем, конечно же, чем. О! Вот она, серьезная тема. Crossfire нового поколения. Ну и немного в другом как бы специфической теме. Как это? Shoot 'em up. Не shoot 'em up, как это там? Shoot, что-то там, блин, забыл, как эта стилька называется. Когда волны врагов. Это же beat 'em up, когда сражаешься, а shoot. Чего-то там, чего-то там. Короче, новую этот пытку придумал. Человека привязываешь, оставляешь только руки, заставляешь играть во всякие игры. Во все подряд, короче. Причем специально это все подряд подбираешь. Боюсь, после того, как ты его развяжешь, он вообще к компьютеру больше ни разу не подойдет. Пидун, такая пытка уже есть. Название Дюн Авикинен. Да. Точно. Не, понимаешь, я не против игр. Но, блин, это ж надо понимать, это же... Вот, как бы сказать, я все время столкнулся с херней, короче, одной. Когда я пришел, и мне хозяйка начала жаловаться, то есть они убрали плитку с пола. И она мне объяснила, что им клали ребята с Таджикистана плитку и положили ее лестницей. Ну вот у нее... Lost Rift, кстати, выживач. Ну вроде как ничего. Такой, для любителя, как бы вот этой всей раз темы. У нее пол был вот волной. И как у него пол был, они вот так же плитку положили, короче, лестничной. Одну на другую вот так, короче, местами. Вот. Я не против, но вот как бы такие творения, ну как бы лучше не делать на самом деле. Раз уж на то пошло. Либо хотя бы там опыта набраться и сделать действительно что-то серьезное. Есть у меня этот доступ к этой теме на бету. Или как, не бету, там, что там, или альфу. Но я не пробовал. Мне дали, но, блин. Я не люблю этот... Очень горячие игры. Поэтому... О, это что такое? Он сейчас будет делать. Oh, I didn't see you there. Don't mind me, I have got a special friend stopping by, but don't tell the folks upstairs. It's a surprise, you see. When you see them, just let them know that they can add any of today's exciting games to their wish list. Follow the link below to see all the goodies in today's show. And in the meantime, let's see what our friends over at Rogue Snail have been cooking up.
Meu Deus. Perdoe essa pobre coitada. Вот, кстати, неплохо выглядит. Вот эта вот тема. Ну, по мне, да как. Нет глубокого смысла, но при этом выглядит хорошо. Так этот алien-шутер-то был. Ну, для своего времени было угарно в нее бегать. Uma pessoa pode lavrar um chão. Мать его идти. Que nem mesmo Сколько там навыков. consegue brotar. Todos precisam saber sobre o que de fato aconteceu em Canudos. Eles moveram mundos para acabar com o nosso lar. Perdemos, mas resistimos, como Mandacaru no meio da grande seca. Вон, взять, допустим, Torchlight Infinity, короче. Ведь игра несовершенна. Вот, то есть она как не на реализм. Но, блин, она прикольная, в нее играть прикольно, как бы там геймплей такой, как бы на лайте, я бы сказал. Ну, хотя какую сложность выберешь? А, видела такую тему. Ё-моё. Да. Chef, opening your own restaurant may feel like a fairy tale, but it's trickier than it looks. Customers curse you. The hordes line up at the door. Elder gods are summoned. All of this can really burn your biscuits. But you will be forged in the fires of the kitchen. Sharpen your knives and master the magic of food. For an ancient hunger has awoken. And the path to a demon's heart is through its stomach. О, это на любителя. Hey, let's check in on how things are progressing with the rig. And make sure there aren't any saboteurs in the mix. Hey, Mika, how are the kids looking down there? Well, oh, it's not looking great. They're hooking up a... Oh my God, they're hooking up the PC to a printer. No, a printer, it's too dangerous. I told them the rig is way too valuable to be anywhere near a printer. I know. We have to stop them. No. It's too late because they're downloading a driver. Oh, wait. God, why? Maybe it's an okay. Jacob looks like he's laughing. Модификации компьютера делаем. No, he's sobbing. And now he's cursing God. Yeah. Why, you maniacs? Why? Damn you, printers. Haven't you taken enough from us? Well, while our team does some troubleshooting, let's take back the post-apocalypse from hordes of mutants in co-op roguelite Guntouchables. If you're watching this tape, it means the world has ended. Welcome to Guntouchables. It's not a game, it's a state of mind. It's about having such a cool gun, you're untouchable. That's why they call it Guntouchables. Collect crates in the wasteland to help you kick more ass. But your enemies are getting upgraded too, and that's where things heat up. So get ready to blow stuff up and smack stuff with a shovel.
and shred stuff with a bone saw and snipe stuff. Survival is about sticking together. It's about getting badass guns and even more badasser upgrades. It's about killing whatever this thing is. Because here in the apocalypse, you're up against a million maniacal mutants that want nothing more than to pound you into hamburger meat. There's only one way to survive, and that's to become untouchable. Coming to early access on June 17th. Не, вот это вот, кстати, такая своеобразная тема. Эйджборс. Coming up in the show. О, кстати. Я пойду, пожалуй, подышу, а то сейчас от изумления просто усну тут. This is the Superhero Dispatch Network. I hope you're ready for your first shift. Wait, we're doing this? Hey team, this is your dispatcher. Someone's robbing the museum. Watch and learn, Sonny. How do I mute you? We're taking bets on when you'll quit. Friday? Today's Friday. I know. Wheel World is the rare kind of game that leaves you asking the important questions, like, why aren't all the world's bicycles shaped like hot dogs? We can only hope the answer reveals itself someday. Until then, let's turn our attention to the latest from FBC Firebreak, the next game from Remedy. And if my tracker is working properly, it looks like Frankie met up with the Bureau. It's been 6 years now since we've been locked in with the Hiss. I don't care about your day job if you can hold a gun and use a tool. Firebreak needs you. I'll be frank with you, this ain't an easy shift, but at least you won't be alone. Your fellow Firebreakers will have your back. Fight together.
fixing together. And hell, even showering together. If you can stand your ground and stick together, it'll be more than enough to survive. Corrupted item loose on site. On my way. That's the job. Sounds simple enough. Firebreak есть у меня, но трейлер на канале. Она еще более-менее среди этого всего ассортимента, кстати. Я понял, я тоже пойду игры разрабатывать. Сделаю какую-нибудь ебань, выложу в Steam, короче. Кстати, многие проекты можно было нашими проектами заместить. What have we signed up to? Mike Hayata, you're the game director of FBC Firebreak from Remedy Games. Thank you so much for joining us. What have we signed up to here? Yeah, lots. Некоторые проекты вот можно нашими было проектами заместить. У нас сейчас есть ребята, некоторые вещи делают очень неплохо. Пусть даже в тех же аркадных моментах, но намного лучше, чем многое, что здесь было показано. Control. Она у меня есть, но я ее начал, но не прошел. Feel like we were retreading on Control, and that was like definitely не знаю, something we thought about a lot. And one of the reasons why we shifted into a first-person perspective, so you could kind of go back into the old house and see it from fresh eyes in a different way. Вот эту вот тему показывали, что-то там не так получилось у них. Они ожидали немножко другого, но вышло, что вышло. Like tonally to the side of Control, and this was a really big challenge for us because, of course, Control was very moody and atmospheric and very like horror tinged, but of course it did always have that little edge of absurdity. And speaking to that, this is kind of like why we leaned into that more absurd. Там чувака залепляют этими листиками, короче. Since we are sort of a kind of joke around with your mates and just kind of have fun thing, we didn't want to totally like betray that franchise, but we did want to take those kind of recipe components and just flip them around. So we keep that kind of edge of like horror and tension and stakes, and we just add a lot of the absurdity at a higher value. So for example, like you saw Sticky Ricky, our gigantic monster made out of sticky notes. In one of our trailers, you know, somebody I think actually shouts like, "Sticky Ricky! Sticky Ricky!" Which was to us very, very funny, but to that character, completely terrifying. And Sticky Ricky is joining us today. Yes. He's just getting himself together, and maybe he'll answer a few of my questions. Say I don't necessarily have 3 straight-up fraggers on my team. Are there roles that we can adopt in this game? Yeah, absolutely. So the game is kind of built around a trifecta of kind of saved loadouts that are centered around tools. We call these crisis kits, and each one was developed with a different play style in mind. So we have one that kind of shoots these gigantic like liquid globules you saw in the trailer, and this is for the person we always just imagine almost like Scarface, like I don't really care, I just kind of want to, you know, paint the world with something. And then we have another one which is a tool that kind of looks like a pogo stick mixed with a defibrillator, and you might be surprised, but we always thought of this as like a precision and Иду. Что там борода говорит? Я местами понимаю, местами вообще ни хера. С английским такое себе. We do associate Remedy with these big narrative games, so much imagination, atmosphere, obviously Alan Wake, obviously Control. Sure. So this was like a new departure for you guys moving into this space. So why? Yeah. And to be clear, it's fundamentally different. You shouldn't go into this game whatsoever expecting those types of experiences, which, by the way, I personally adore. I started Remedy as a massive fan of Remedy, so this isn't a pushback on that type of experience. But the thing is that we, as soon as we started making more than one game at the same time, we just wanted to say, hey, is there a way to kind of like open the doors? If you are a huge Control head and you know all of the lore and you really love it,
and you can't convince your friends to try this game out, we wanted to give that kind of step in. So even though it's not really what Remedy is today, I do hope that a little over a week from now, it will be part of what Remedy is in the future. So, Mike, as an online cooperative shooter, what does this game look like in, say, a year's time? Yeah, that's a great question, especially because, you know, the online space, I think a lot of people treat it very differently. One of the big things that we're about is avoiding kind of like FOMO, like engagement. You know, you don't need to check in every day. We're not going to kind of add a timed battle pass. So if you come in on day one and you come back to us a year from now, all you're going to see is all the great stuff that we add. And speaking of that, already in this year, we're going to add 2 more jobs. That adds to the other 5 game modes that we ship with, already growing it by about 40% by the end of the year. We've got additional endgame systems and lots of plans. I'm just picturing it's a stapler, like opened out, and it just... То чувство, когда пришел смотреть игровую выставку, а вместо этого слушаешь политические дебаты. I'm a genius. So in the game, actually in that trailer, you probably saw that big traffic light. That's actually called the red light. It's an altered item you may have seen in Control. It's now corrupted by the hiss, and in certain settings, it can show up and kind of hit you with a big red light. You're not allowed to move until it gives you a green light. There's another one, which is a stapler, which if you are a super Control nerd, you might remember from some of the posters in the oldest house. Is that a stapler, an altered item? And then you see a nice little clip art of a stapler. Well, that stapler actually shows up, and it kind of behaves like a fly. It sort of like buzzes around your face and gives all the enemies a lot of additional health. So yeah, there you go. Where can we sign up? Yeah, lots of ways to play this game. Of course, we're on all the major consoles, on Epic Game Store, or you can head over to Steam where you can wishlist the game today. It comes out June 17th. Grab your friends, and we hope to see you there. Well, go on then. Go clean the oldest house. Sign up today. Thank you so much, Mike, and good luck. Thank you. Ah, the FBC. Lovely bunch over there for, you know, as long as they last. Hey, didn't we cook up a few trinkets for FBC personnel at some point? I mean, we offered, but spy gadgets just don't hit the same way when you spend your whole day working with evil typewriters and turn your bones backwards. Yeah, you know, that's a fair point. Well, up next, if you've been looking for the perfect excuse to wear a toga, and who hasn't, here's a look at Ubisoft's next entry in the long-running strategy city builder, Anno 117, Pax Romana. If you want to be immortalized in ornateness, here's a little lesson in greatness. If governing is your vocation, it's all about location, location, location. Понятно. Find a religion or more. Уже показывали, по-моему, нет? Pax Romana instead. Это же Age of Mythologies, или как это так вроде называется? Или я путаюсь с чем-то это? А, вон что это как называется. Анно. Стратегия. Я в этих стратегиях вообще абсолютно ноль. Going up after all. Yeah, no, I'm Nate, and I'm in. I was gonna. I thought I told you there's nothing up there. Like, what's Симулятор up there? хождения. Nothing. There's a tower. Yeah, that's it. When you get to the top of the tower, what's Так это забавная штука такая. Top of a tower. There we go. Это поржать чисто. Oh, I'm done. Probably nothing up there. Ну, прикидываю, под конец чувак какой забес, короче.
Ух ты. Это за замес такой. Ну, да. Для Legend 2. Да. I'm sure you're eager to see more of the rig, and I'm eager to show it. So let's check back in with the build and see where things are at. Oh, hi, Mika. We have had a slight hiccup. Looks like Jacob forgot the #1 rule of a new PC build. An offering before you start, or computer spirits drink your heart. He forgot the sacrifice. You have to do the sacrifice. You've got to do the sacrifice. Can we scold me later? All right, I should cut him loose while he's still got blood. Sit still, Jacob. I don't want to hit any important bones. I am loving how normal things are today. And a quick reminder, you can find every single game from today's show in one place at the PC Gamer Steam page over at pcgamer.com/wishlist. My own wishlist is currently buckling under the strain of so many amazing games. And you know what? Speaking of amazing games, here's our next world premiere. A brand new game published by Punkle, the creator of Vampire Survivors. Get ready to go berserk. Там за сумасшедшие игры, блин. Невероятные. А, то есть вот так вот играешь, короче. Нормально, погнал, короче. А, еще мышью надо, короче, в это время херачить. Ну это надо новую клаву покупать сразу. Потому что там сидишь, херачишь мышью, догоняешь там. На всякий Пидун, случай. ах, как безумцы. Ну как показали, так и играешь. Ну, видишь, как показывают. Как на пианино. Ну, на пианино-то обычно как бы по-другому. Все это, а тут прям так лупишь, короче, по клаве и все, и похер. Это игра. Надо это компании одной написать совет, что сделайте вот так, будет вообще классно. Это тестовая была тема, забыл как называется. Пидун, о борда 4. Это же на тесте-то. Можно в демку поиграть, по-моему, сейчас до сих пор. Боюсь, что она больше похожа на Дустан рисованный. Там некоторые пушки похожие, вон лучевка есть. Да, Мика Панк, вот. Точно вспомнил. Welcome, everyone. Happy to be here. Greetings, local life forms. Delighted to meet you. Open your mind. This could be a party. We simply can't pass it up. Off we go, Buckaroo! Lippo Plus, for when you want something a little different. Coming your way. Now, Hold up. What's on your mind?
Aliens. The anomaly. The bend. We could theoretically send TV through it. We already are. The Bend is a planet-wide hallucination and a hoax. Everybody seems so anxious to say something that they don't get their facts straight first. Consider the Bend as a source of signal intrusions and dangerous interference. The Bend is the future. It's our future. Couldn't catch me zooming into any bend in space. Let us eagerly embrace the abyss. The Nether. Dimension. Television. Only on Blippo Plus. All those games have looked great, and wouldn't you know it, we've got even more to show you. Check this out. Hey, I'm Felix Schade. I started Morbid Metal a few years ago as a solo dev, and what began as a small passion project has evolved into something far more ambitious. It hit Steam Early Access this summer, and I can't wait to show you more. Morbid Metal is a fast-paced, roguelite hack and slash that is built for intense combo-driven combat. Вот это, если точно помню, это вот парень славянин делает, так скажу. Вот. Потому что у меня трейлер был, я выкладывал как раз на его страницу, по-моему, ссылку, если я не путаю ни с чем. По-моему, это и есть слэшер вот этот. You can even chain attacks between different characters. Start with Vector to quickly dispatch enemies, switch to Flux for a flurry of hits, and finish your combo with Echo's special attack. Mastering each playstyle will be essential, as you'll face a variety of powerful enemies, each with their own attack patterns and weaknesses. And at the end of every biome, you'll face powerful bosses. These are dramatic, high-stakes encounters designed to be tough but rewarding. Each new run reshapes the world. Layouts shift, enemy types change, and you'll have to adapt and make strategic choices to succeed. Choose character upgrades, buffs, or curses that change how you play. Some of these choices push you to take risks, others offer abilities, rewards, and modifiers, which alter your combat style. Making each по-моему, это он и есть, кстати. Просто там в ролике. The free demo tomorrow during Steam Next Fest, and wish this now for early access on August 20th. Просто не помню название у меня. Но у меня ролик на канале есть. Он там показывает, объясняет оружие, рассказывает там, как это работает. Но могу путать. Может, возможно, я ошибаюсь. Но он тоже там нехило сделал. Лично я не понимаю такую дикую любовь к пикселизации. Есть игры действительно прикольные, но слишком дохера игр. И некоторые как-то не очень воспринимаю. Вот, допустим, эту, что-то я вот ее не понимаю. Может, какой-то контекст у нее есть такой прям особенный, свой. А может и нету ни хера там у нее. Peggy 3. Аккумулятор автобуса. Good morning, Emberville. Today is the first day of our very own public bus service. The bus services will start in the tracks and ash tree, but will expand to more neighborhoods as passenger approvals roll in. The City Council says this will be the test to see if more public infrastructure is worth improving. So get out there, ride the bus, and let your voices be heard.
Sean, should we see what's going on the factory floor? Make sure there's no production line issues holding up the rig? Well, that's a great idea, and I've invented the perfect spy gadget for just that. Hey, Sean, there is a big window right behind us. We could just look through that. Oh, look through a window? What is this, the Stone Age? You know, I'm pretty sure they didn't have windows in the Stone Age, Sean. Why would I use an obsolete Stone Age technology when the wristwatch I invented is capable of tracking my steps and hacking into any camera system on the planet instantly? Okay, that's actually really amazing, Sean. Well, I'm glad you like it because I took the liberty of making a Mika model a gift from me to you. Here, tap on the icon and you'll instantly hack into the warehouse cameras. Okay, Sean, this is a little bit much. Wait, I have to make an account to use this? Well, it's a free trial for 7 days, but then it's only $9.99 a month after that. What? And look, two-factor authentication for safety. Sean, this is and now I have to connect my Steam account? It's plot vision as a service. Subject decimated. Ну, как называется, Домокос с тобой играл. Вот это ничего тема. Правда, в ролике у них все, да, Voidbreaker, ну да. Да ничего, была тема. It's about time someone made a cozy life sim filled with supernatural horrors, just like my everyday to-day life. And of course, it's from Blumhouse Games. You know, I often felt that the only thing missing from Stardew Valley was the ever-present danger of murder. So, видимо, нормальные игры разбросали. And Grave Seasons isn't the only world premiere horror game we've got for you. Feast your eyes on this, if you dare. On this most auspicious of nights, I would like to raise a toast. New friends, I bid you welcome to the club. We've got to get out of here. This will help. I'll keep an eye out for anything dangerous. I'll check for anything on the floor.
A terrible curse has drawn you together, but fear threatens to drive you apart. Did you seriously rob me? Is that blood? God! Oh, God! Keep your cards close to your chest, No, this isn't right. for you'll need to decide who you can trust. Is somebody there? Before the rest of my guests arrive. Born of the Abyss, Vampire the Masquerade, Bloodlines Unofficial Patch, Doom 3 Phobos, and more mods join GOG, pre-installed and ready to play, smooth as never before. Just add the mod to your library, click download, and install it. It's that simple. GOG has teamed up with modding communities to bring you iconic fan creations, which, by restoring cut content, fixing long-standing bugs, to introducing entirely new quests, characters, and experiences, breathe new life into classic titles. Later this year. Hungry? Yeah! Get some fast food. Velocity noodles. Fast food at its back. Well, Sean, by using my advanced spy technology of looking out the window, I think the rig is just about ready to boot up. Hey, Frankie, how we doing in there? I think we are just about ready to power this bad boy up. What do you think, J-Money? She's ready to roar. Sean, would you like to do the honors? Oh, you guys, I thought you'd never ask. Ugh. It's alive! It's beautiful. It calls to me. I love it more than any parent could love their child. As a mother, I take offense to that. But in this case, I'll allow it. And if you are watching this now, this very PC could be yours. Mika, what do they need to know? That's right, you could be the proud owner of the rig. In all of its top-of-the-line AMD-powered gaming glory. All you need to do is follow the link below and fill out the PC Gaming Show survey, and you will be entered in a chance to win. I mean, I'd like to enter myself, but I am public enemy #1 in 14 countries, and I'm not about to add another. So head on over to pcgamer.com/survey now and get your hat in the ring. So our build might be finished, but we've still got more games to show. So let's take a look. Protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil
Вот это ничего еще. Абиссус. We're PlayFusion, a studio done playing by AAA rules who still believe games belong to players. Ascendant is an FPS capture the flag reimagining where strategy collides with chaos. It's like capture the flag on crack. Edmund McMillan of The Binding of Isaac. This here's Tyler Glale. Yeah. We're coming to you from Santa Cruz, California. Hometown. Number 1, this is not a wig. Yeah. Number 2, we got a game coming out soon. Yeah. Here's the trailer. Yeah. What seems to be going on with the little guy? Yeah, I think my cat's sick. Yeah, he's got a broken neck. He has horrible IBS. His mouth and one of his ears are missing. His soul was removed by a Kandarian demon. What was that last one? He's taken a shotgun to the face a couple times. What? He's got rabies, I'm pretty sure, and he's made a deal with the devil. He was stabbed repeatedly in the neck, chest, face, and hair. He's incredibly dehydrated. He has depression. Who doesn't nowadays, right? He appears to have a conjoined twin. I don't really. He has a gambling addiction. He was probed by aliens. He was mauled by a large headless beast. His tail appears to be growing ahead. He has ADHD. He got into a fight with a dog. Eugenics, coming to Steam February 10th, 2026. Magnificent games and a magnificent gaming PC that you could win. Once again, head over to pcgamer.com/survey for a chance to claim the rig. Mika, have you noticed that since powering her up, we've been hearing that annoying, super ominous voice? Yeah, kind of like we tore the very fabric of our plane of existence and brought through this terrifying unknown being drawn in by the awesome processing power of the rig. Oh, thank God it's not just me. No, it's not. And you know what? I know we shouldn't mess with whatever this is, but the rig. Yeah, I feel it in my teeth. God, same. But okay, listen. The show's almost done, so let's finish strong and agree to stop messing with whatever is saying the rig. Great idea. Let's close out the show the same way we began, with a trio of exclusive world premieres. Paul Mason, 34, former surgeon at Westwood Hospital. You've been brought here to perform a surgery. Paul Mason, former surgeon at Westwood Hospital. I don't know how, but I think we've done this already. Oh, there's a way out here. Warning, specimen containment breached. Надо идти дышать. По-моему, тут еще много всего будет такого незабываемого. Это невероятно. Прикольно. Ого. Жутко напрягно.
вроде еще ничего. What a spectacular show that was! The games, the rig, the gadgets, the non-lethal electrocutions, the thermal paste. Oh my god, the thermal paste. And speaking of gadgets, we've got time to show off one last little invention of ours. Oh, goody! Inside this keyboard is a hidden compartment for storing hand-encrypted messages, and I've left a special farewell message for the viewers. We have just got to crack it open. Oop. Yeah, this is just a normal keyboard. It's Jim's from accounting. Poor guy can't catch a win, and this soon after the divorce? Oh, a reminder to everyone, thermal paste isn't food. A big thanks to Frankie and Jacob for building the rig. And thanks, of course, to all of you for tuning in. We'll have to work super hard to top this when the PC gaming show Most Wanted returns in December. Thanks for watching. See you in December, everyone. Неужели? We're going. All right, it's time. Tell me when. Hello, everyone, to the PC Gaming Show pre-show. I'm exhausted from that. Так. Сейчас подумаем, что запустить. Даже не знаю. Он сейчас небольшой сделаю, потом посмотрим.
Значит, мы сейчас попробуем кое-что запустить. Посмотреть, как дальше пойдет. Там будем думать, что с этим делать. Сейчас только поменяю название стрима. Так, это мы сделали. У нас попрет. У нас еще не пришло. Нифига. Кое-что. Понять. Все-таки есть в этой игре что-то хотя бы. Да не надо мне, блядь, ну, драйвер уже еще раз нажал. Нет. Раз. Раз. Нормально. Угадаю, сейчас опять кэшировка будет. Проверка шеи. Не кэшировка, проверка. Хотел стрим по-другому переименовать, ну ладно, не будем борщить. Я прошлый стрим уже обозвал.
Как долго? Мое напоминание. Я поставил мотоцикл в дом, но он не испортился. Очень надеюсь, нам получится совершить переход. Переход нужно совершать хуй знает куда. I dream.
Блять, хорош. Посмотрим, живой ли мотоцикл у нас. Живой еще, какой живой. А сейчас нам важно не это. Нам важно другое. Переход на ту сторону. Еще в чем, как я понимаю, мне надо куда-то сюда. По заданию. Заданию что мне нужно? Идти второе испытание нет. Бля. Что-то другое аж задание было. Я, блядь, даже не знаю, ну хорошо, фракции. И где нам присоединиться к какой-нибудь фракции? Непонятно. Угу. Это что? Сток один. Интересно, и куда же нам сейчас дальше ебашить? Там, допустим, нет. Найдите второе задание. Как-то отдалить ее можно? Так, нет, допустим. По-моему, тоже не показывает, да? До поселения. Базы. Вопрос, что нам нужно первым делом? Антара. Вон он. Битва за хлам. Гусеницы надо. Второе испытание.
Принесись к дому, хорошо, начнем с этого орнитоптера, допустим. Где это задание? А хуй поймешь, где это задание. Это я. А я уже, честно говоря, не могу понять. Ладно, соберем 2 гусеницы для мотоцикла, отдадим. А дальше посмотрим. Потому что лично я ни хера не врубаюсь в некоторые моменты. Что конкретно делать дальше? И гусеницы. Гусеницы нужны вот здесь. Въезд. Просто сюда, да. Сам убейся, блядь, дебил, блядь. Багги разъебанный кто-то положил, не в курсе был.
Гараж для мотоциклов, что ли? Ну, погнали выполнять. Требуются рекруты, допустим. Кстати, а тут что за херня? А, кстати, здесь есть баги, блядь. Что вы за хрень? Расскажи-ка мне. Please don't disturb me. I'm doing important field research. Yes, I suppose I am. I thought I might be able to avoid envoy duty out here. As it happens, my diplomatic billet was supposed to be an... Don't fool yourself. I'm in the planning stages for a new home. Of course, a sojourn. Nor would he authorize my presence here for that. Нет. Слушай, парни, я вас возьму, нет, тачку покататься. Не дают. Экс. По исследованию. Ничего. Угу. То есть мне надо вот сюда. Но хай его знает, доеду я на мотоцикле туда или нет. Вот в чем прикол. Это в принципе-то. Грубо говоря, съезжаем и сразу влево. Что-то я не уверен, что получится на мотоцикле это сделать. И рисковать-то как-то неохота. Мне бы вот до тех скал добраться.
Не уверен, что на мотоке это получится. Блять. Пидун, ну чё, как, Дим, чем шоу кончилось чушью? Да, там не особо-то там так тухло, бля, в конце было. Сейчас пытаюсь вон все-таки идею воплотить в жизнь, короче. Тут, короче, это самое, то, что я не мог до этого сделать. Пробраться за одну хрень. О, вроде как проехал в другую часть карт. Вот туда еду. Да, кстати. Надо мне одну херню сделать. Так, это у меня мотоциклетный. Пидун, это новый регион ты открыл, да? Ну да. Так. Вот эта херня, короче. Так, сейчас попробуем выстрелить. А, зонда у меня нету, блядь. Херово. И деньги мудень взял, блядь, все какие есть, блядь, с собой. Да ну, бля, хорош. Новый регион.
Дрон не взял, блядь, для разведки. Оба. Пидун, а я посмотрел там 2 региона всего, и то пустышки, ну и чушь. Это я говорю, в принципе, да. Ничего такого нету. Я просто хочу... Да, блядь, что с тобой не так? Хочу просто посмотреть, что дальше будет. Так, надо левее взять. Дурак или что, блядь? Видишь, что ли? Шары-то открой. Едет, блядь. Это не то. А, я понял. Чуть-чуть вот так вот. Червяк что-то не шумит даже. Так, доехали до сюда. Тут, короче, так, вот этот хрен. No, not lost, sir. She's dead. Oh, tragic. Truly tragic. But they say the desert calls the weak. My God, man, she was one of yours. Cousin, even. I am in deep mourning, sir. Rumors of disloyalty buzzed around her like blowflies, but now, who's to say? Certainly not her. My one pleasure in this hell is knowing that you're trapped here with me. A momentary setback, I assure you. Even your Harkonnen masters find you insufferable, Maxim. You're down here forever. Tell me, dear Anton, what's it like being the handkerchief your superiors use to wipe the gore off Shining Atreides' honor? Let's settle this. Gladly. By the laws of Canley. By the laws of Canley. By the laws of Canley. Do you aspire to contribute to something bigger than yourself? Care to join the right? I am Anton. Duke Leto is the... Ours is a noble house. Then perhaps you are... The Harkonnens have no... These Samuda-addicted freaks will lie. That we are. If you're interested, my house seeks asset. Trust is not an easy... One of our undercover agents. Find the agent. Details are in this. Угу. Разыскать агента. А тут с Максимом Казмиром. Где этот Максим Казмир? Этот, что ли? Well, you look more capable than the average. Pardon me. Living in the heat and lingering, it seems you can both read and follow the...
Все, поговорил, контракт выполнен. Так я не хочу, а что с ним? Так, контракт исполнен, откройте путь. Поговорите с пилотом орнитоптера. Будем сказать так, надо попить нах. Интересно, где, блядь, долбаный пилот орнитоптера? Вот в чем прикол. Может это? Someone new. Are you by chance looking for banter or... Понятно, юридическая консультация. Кто ты такой таинственный пилот орнитоптера, блядь? Мотоциклы. Ни хера не пойму. Какие обозначения дебильные, блядь. Найти шпиона. Пидун, по 10-балке сколько дашь этой игре? А, хер знает, балла 3, блядь. А, может 4 даже. Блядь, где это интересное место? Пидун, ахах, ну ты жестокий. Блядь, по факту. Понимаешь, в чем прикол, когда вот мне задают вопрос, да? Никто не церемонится особо, знаешь. Просто по факту, да? Когда докапываются, это что, это, да? Херня, нет? Не это. Еще выше. Воу, ниндзя, бля. Видел, да? Сейчас еще раз покажу. Прием ниндзюцу. Воу. Day 5 surveillance report. Harkonnen hard target 42M. The facility maintains round-the-clock house shielding. The shield has dropped briefly on 2 occasions since the last report. In both cases, it was to facilitate the landing of Courier-thopters.
I understand that locating Captain Skorda is now my #1 priority, but so far, I've seen no one matching his description. I'm maintaining careful surveillance. Update. I must express my concerns about the tenability of this position. A few hours ago, I observed a hawk with binoculars, having a good hard look in this direction. Don't know if I'm made or not, but my relief is now overdue. We'll keep watch as long as possible. Atreides. Просто люди же как бы так же размышляют. Так, мне надо будет объехать эту хуйню. Чувак, он в чате пишет, а как мне перенести мотоцикл, бля? Так, никак, ёптать. Радуюсь, что живой, бля. Или не живой. Это люди, когда задают вопрос, не договорил я немного. Пидун, ахахаха, пиздец. Вот. Люди, когда мне задают вопрос, да, вот я вот рассказываю, как бы, они говорят мне, знаешь, такие вопросы прям на серьезном, да? А при этом, когда им задаешь вопрос, они это серьезно не воспринимают, знаешь. Да ладно, ты что там, типа там, ты такой совершенный, блядь, туда-сюда, ты что, ангел там, знаешь. Ну, такие моменты, как бы, существуют, и то есть, как бы, думаешь, в смысле, блядь? То есть, вы мне задаете вопросы, вы мне говорите, что я вот в этот момент неправильно поступил, а сами-то вы живете правильно, нет? Это я вот, не, это сама. Идеальных людей не заметил. I feared as much, but hand me that report and I'll make sure a sacrifice was not. Let me have a look at that. Ah, I know Maxim's salivating for this report. You made the right choice. What you are is a freelance ass, as a deniable ass. Trust to Cruz. You're not officially on the. Let's not waste precious gangs of brutal slave. I look forward to hearing about your. Поэтому, как бы все бы ничего, но вот. Пидун, примитивно, но никто не идеален. Но каждый блие считает, что он идеален, и все должны ему соответствовать. В том и дело, что, понимаешь, в чем дело-то? Вот они думают, у них мысли в голове, блядь. Вот я, вот туда-сюда, вот ты, вот, блядь, и начинаю задавать вопросы всякие, всякую шаурму, блядь. Шаурму, блядь. Мне как бы не вопрос. Но суть-то в том, что я к себе, блядь, больше вопросов задаю, блядь, помимо того, что мне задают, да, то есть, нежели сами люди, то есть, они ведь никогда не задаются. Сегодня вот с супругой разговаривали об одном интересном моменте. Есть Пидун, винегрет в голове у людишек. Вот. Работница есть одна, обсуждали. Это самое. Она говорит, я как только уйду, она все, короче, на диване ложится и спит. Вот, и вот понимаешь, вот такая вот хурма, короче, получается. И что вот тут делать, блядь? Откройте путь. Присоединитесь к дому. Так, проявите себя хотя бы перед одним вербовщиком. Да, хорошо. Отправьтесь с пилотом орнитоптера, запасной транспорт с помощью резюме. Да. Скопируйте базу. Ладно. Отправьте в деревню Харку или Араки, найдите банкира и внесите солярий на счет. Бля. Вон оно так.
Термильский контракт. Грабителей, убить чудовище, ослепление. Где тут понять, куда, чего идти? Разыщите Фрименов. Найдите второе испытание, допустим. Вот я вот. Где мне, блядь, его искать? Проверка боевых. Убейте работорговцев. Ну ладно, хорошо, я сюда съезжу. Хотя это не совсем, наверное, так, правильно, потому что мне как бы немного другое надо. Воду всю выжрал, короче. Пидун, бро, а чё по ФПС навскидку? Ну, у меня вон 36 на низких настройках. Вон просадки до 20 пошли. Не, тут игра, она, мне человек уже сказал, она гениально оптимизирована. Шейдеринг гениально на уровне, блядь, совершенства. Вот, так что брать не нужно. Не нужно брать, потому что, блядь, совершенство, чтобы не затмило глаза. Ага, то есть это вот у нас такая полоса, эту полосу нужно слева объехать, в этот канал проехать. Вот в этот. А иначе черви покусают. Теперь вот сюда едем. О, так что вот как-то так. Игра гениальна в своей оптимизации. О, смотри-ка. Мать, у меня в башку запустили, блядь. Чем-то серьезным, короче, в башку запустили. Детали оружия. А, гениально, ты посмотри на это, вот это вот. Это же просто глаз не отвести. Эти веточки вообще что-то совершенство вообще на самом деле. Вон, камни, смотри какие. Просто пиздец, высший инжиниринг, блядь. Хули там. Обитель зла 9 рядом не стояла вообще просто. Отдыхает нахрен в стороночке. В поте лица. Видишь, что творится-то здесь? Красотища какая. Красота не писаная и не каканая. Вот.
Так что тут даже думать нефиг. Нету тут никого. Вот ты всякую зеленую хуйню-то кидаешь, дурак. Бать он жирный какой-то прям. Сапоги. Так, дротики. А еще надо тенек мне. Прям резко падает. Красотища же. Невероятно. Тут просто, блядь, даже без сомнения вообще. Прям видно. Ебучий случай, щитовик, ёпты. Щитовидная железа. Блядь, блок просрал. Ой, беда, беда. Бежать надо отсюда, хуял собачий. Бля. Куда ко мне идешь? Да ну, блядь, что ты заебала меня, ты килограмма ты ебаная. А, так ты со щитами еще что ли? Так, мужики, короче, я бегу от вас, бегу, что бегу. Заебали. Бежать надо нахуй на них. Дурачки какие-то, блядь. Да ну ёбаная ты, блядь, макака, блядь. Красной какой. Куда б съебаться-то от тебя? Да ну заебала ты, блядь, ёбаная хрень. Да заебала ты, блядь, ебучая ты лошадь. Блядь, надо съебываться. Эти парирования, это такая ёбань, блядь. Придумал хуесос ёбаный, блядь. В жопу его с его парированиями, блядь. Да ну ебаная ты лошадь, сука, догнала ведь, блядь. Где мотоцикл-то, блядь? Вот и весь геймплей, блядь. Охуительный геймплей, блядь. Увлекательно, блядь. Да пиздец чего. С ножичками махаться. А еще, блядь, изготовить вилку надо, блядь. И пиздец. Блядь, до полного чувства радости. Чё? Блять, я думал бронепластины с этой хуйни снять. Ну там у мужика-то драка вообще. А вот мне интересно прямо сейчас. Нет, а телепортации нету, да, на этой шняге. Короче, надо ебашить отсюда херам собачьим.
Ладно. Испытаем судьбу нахрен. Въебет, не въебет. Так, я понял. Давай назад, назад. Греби, давай, давай, греби. Ёбаные зыбучие пески, блядь. Пизда, увез нахуй. Приехал. Не, нормально. Везучий. Ну, сейчас еще и да, удачу испытаем. Чё ты? Да ну, блядь, ты чё, шутишь, что ли? Хорош уже. Вот и весь бой на ножичках, хули. На перочинных. Еще вилку надо взять, блядь, и одной рукой вилкой помогаешь себе, другой ножиком пиздюшишь. Энергетические щиты прошибаешь, короче. Вот, и половник еще как третий вид оружия, блядь, охуительно. Что это было такое? Это забульканье такое. Поехали, Пидун, давай. а у тебя в планах компанию пройти тут? Не, я сегодня зашел, интересно мне было. О, это что за мать его идти? Мне просто было интересно зайти и все-таки посмотреть, что дальше. Что за хуйня? А, это призыв червя, короче. Собирать тонкий песок. Бля, ёперный театр. Сила-то силуща, пошли. А то я тут сейчас это сама запрею, блядь. Не, вообще нет. Я говорю, то есть я уже сегодня ее удалял, просто знаешь, неохота чего-то это самое играть сегодня. Из того, что вот борда, блин, я уже постоянно играю, мне надо от нее отдохнуть немножко. Хотя бы так. Недели 2-3 может быть. Ну, может месяц. Вот. В ожидании Stellar Blade Ведьмак я не уверен, что сейчас смогу вывозить, потому что там диалогов хренова гора. Я не уверен, что я не усну просто. Потому что я устал очень немного-то как бы. Чё, ёптерный театр. Это эти, наверное, говорящие пески, блядь. Вот. Я сейчас вообще еду чисто, знаешь, хоть бы нарваться на этого, на жука, чтобы был повод съебаться отсюда. Барабанный песок привлекает червя. А биты на барабанном песке можно сыграть, интересно? Какая-то база, блядь. Что это такое? Непонятно, не написано. Пошли-ка на эту базу, может, кого-нибудь пизданем сейчас, попьем немного чего-нибудь. А то я пить хочу, блядь. У меня чувак-то умрет скоро, нахуй от жажды. Я отхожу, выпендриваюсь. Так. Я сейчас кого-нибудь этот завампирствую. Если меня не завампирствуют. Есть кто-нибудь живой или мертвый? Железная руда. Ага. Тут какие-то ресурсы валяются. Идентификационный браслет. Значит, кто-то есть. Сейчас кого-нибудь найдем, кровушки попьем. Вампиров, видишь, разводит. Так, что, тут никого, да? Может, выше кто-нибудь? Эй, люди! Ау, бля. Скорее уже найдитесь кто-нибудь. Я сейчас сдохну к херам собачьим. Сейчас кто-нибудь найдется. Это база какая-то по поиску. По поиску всякой шляпы. Железная руда, железная руда. Да, блядь, кто-нибудь. Сейчас внутрь зайдем. Там вроде здание большое. Кто-нибудь да должен быть.
Что я такое взял? Железный слиток, железная руда. Что железное, короче. Бля, и все что ли? В бочке может вода есть. А как мне туда попасть? Пустите меня, не могу я. Срочно кого-то надо отпиздить. Ай, ну ёкарный вова. Стоп, есть идея. А тут ни хера этого нету. А было же ведь. Блядь, тут должны быть люди. Какого хера тут никого нету? Бля, чувствую себя Бэтменом, блядь. Да куда мне надо-то? А, вон лестница. Воу, бля, все, пиздец. Только на суперменский плащ еще. Блять, нету-то никого. И этой херовины нет, которую сорвать можно. У меня совсем потому что децл осталось, блин. Может зарезается кто-нибудь, а? Там я был. Там копытами гремит, блядь. Так, где у меня мотак? Там где-то. На базу, значит, ехать. Срочно. Надеюсь, успею к базе. Там-то продавцы-то есть, так может это самое. Там же, да, где-то? Это не идет. Да я в курсе, что я... О, жертва, ёпта. Мужик, иди тут сюда, кровь твою пить буду, говно. А, я понял. Опять эти, блядь, дуэли ебаные. Пизда. Ой, блядь, ты вовремя, сука! Фидун, это что, привидение? Не, это у него энергетический щит такой. Вот они так придумали, короче. О, крови хоть попить можно будет, блядь. Так. Пить. Пить. Все, крови напился, похуй мне вообще. Все, насрать на все сейчас. Разносить будем нахрен всех. Вот так вот они. Че, ПВП? Какой я нахер ПВП? Чуваки, я на ПВЕ играю, вы чё? Ебанулись, блядь, или чё? Так, отсюда надо бежать срочно. В сторону дома. Низкий уровень топлива. Да похеру, низкий уровень топлива. Ага, то есть там было ПВП, тут ПВЕ, короче. Срочно нужно рулить домой. Так, я там на червей не нарвусь хоть. Пока что не вижу ничего. Следов не видно, чтобы они тут были.
Охренеть, тут вообще по зеленой проехал, я что-то не понимаю. Или они червей вырезали, блядь. Все, пизда, на дюне нету червей. Вымерли нахрен. Хуя червяков, блядь. Все, в гараж заезжаем. Вот мотоцикл на улице нельзя оставлять. Ну, то есть, надо еще заехать бы, конечно. Так, тихо, мотоцикл. Не нервничаем, Ну, все, спокойно уже, все. Все, родной, давай, иди, нахер отдыхай. Вот, если его оставишь, его разъебет на улице. О, пить на. Все, отлично. Уф, хорошо. Но, несмотря ни на что, я добыл какие-то сраные ресурсы. Теперь я знаю, что туда можно ездить, делать вылазки. И доставать там ресурсы. Смотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть бронепластины. Такая бронехуйня. Деньги есть. Так, это все. Гранит. Гранитову. Так. Я не понимаю компонент дальнего боя. Резец это то, что у меня есть. Это надо заменить. Кстати, это можно разобрать. Кстати, резец вот этот можно поменять. То есть вот этот поставить сюда. Блять, поставить сюда, говорю. Так, это белка, экстрактор крови. То есть сапоги нахер разбор. Сетевая трубка. А, еще пригодится. Так, тут что у нас? Тут у нас медь. Больше ничего нету, что ли? Какая установка для зондов нужна? Песчаный мотоцикл, ускоритель. Отсек хранения. Мод. Я не понял, так. Я сейчас мотоцикла снял, что ли? Ну ладно, положим. Пусть. Так, это хуйня спайс. Типа того. Ай-яй-яй-яй, пить не нужно пока. Так, подожди-ка посмотрим. Медная руда. Так, железный слиток максимально. Медный слиток максимально. Все. Погнала жара. Кремниевый блок. Это что такое? Тонкий песок, да? Максимально. Не знаю, нахуй не нужен, но пусть делается. Так, а здесь разбор всякой шляпы. Так, вот сапоги, кстати, да. И вот Хольцмана, это, по-моему, на эту хуйню. Так, лучше рис. Ну, как бы и все, собственно. Сейчас смотрим сюда, что тут можно изготовить нам. А ни хера хорошего, на самом деле. Железных слитков один хер мало. У меня 7, надо 9. На одежду. Понятно. На эту ткань есть. Одежда, 10 комбо. Подожди-ка. А, у меня вот на ту херню не хватает, я понял. Тут ничего интересного. Вот. Есть. Давай пояс. Телега, пока ничего нового недоступно. Исследование, ничего недоступно, короче. Этот. До этого еще срать и
Да, ёбаный геликоптер еще. Хотя вот. У меня хотя бы баги, блядь. Но это в ближайшем, хуй поймешь, будущем. Так вот. Ах. Вот такая вот шляпа, бля. Карта на увеличение, вот она. Вот так, вот так. Вот это вот край, короче, туда уже вправо, она не смещается. Но тут сплошь красная линия. Типа зыбучих песков. Я как понимаю, на орнитоптере ты всю эту шляпу сможешь перелететь. А еще вот этот сектор, не знаю, что там. Ну, то есть... Место-то есть. Но только местность, вот этот квадрат, вот целиком этот квадрат, то есть равный, в принципе, по вот этому вот квадрату. Он, по сути, пустой. Потому что тут, блядь, вот нихуя нету. Вот он, квадрат весь вот на одном экране. Это приближение. Ну что тут? Лагеря со всякими шкурами, блядь. Ничего, все однотипное, короче. И в создании предметов. Что можно создавать, это, блядь, вот список, блядь. Это там вот, транспорт. Да, здесь. Вот, допустим, по транспорту. Ай, блядь. Вот. Все единственное, что отличается и штурмовой орнитоптер, который, наверное, стреляет. Есть разведчик, есть транспортный. Есть мотоцикл. А вот тут вот две. Багги какая-то с этой. Краулер. Как бы так. Оружка тоже довольно ограничена. Карпов 38. Ну, бурострел и джерда, все. Броня разведчика. Нет, что-то еще есть. Но все равно набор такой себе. Для игр сейчас онлайн. Тем набором, которые на это в играх есть. Такой себе наборчик. Возьми в борду. Сколько разнообразия там оружия. Там долбанешься, блядь, видов оружия всякого. И тут что? Ну, даже 10 видов оружия. Разных. Даже 10. И чё? Он же этот... Показывает трейлер. XBT отреагировал. Мамантфиш отреагировал на вторую часть. Мы, говорит, охуели от того, что увидели. От этого. Как она? Вторая-то часть. Игру показали, блядь. Смесь всего, что можно, блядь. Там и виды оружия есть. По первой части вон взять. Я думал, она просто шутер, да, без той арены. Кстати, ее надо будет, можно будет попроходить. Атомик этот, как его, Атомик Карста. Вот, попроходить ее можно будет. Вот она, да. Еще, кстати, слушай, можно поусраться. Правда, я не назвал стрим-то таким. Можно этот посмотреть сейчас, перекурить одну тему. Она у меня вроде установлена. Я устанавливал ее, хотел посмотреть Калиста протоколы. Главное, играл, не играл.
Хотя я там и карт можно посмотреть. Зайти, она у меня установлена вроде. Ну что, блядь, на Дюну у меня терпения на самом деле не хватает. Я не хочу там упарываться, там такая хрень, блядь. Да, там их карт установлена, кстати. Пидун, поиграл, дропнул через часик-второй. Чё достали меня линейные игры? А, ты кого имеешь в виду? Этот Калиста протокол имеешь в виду? Или Atomic карт? Я сейчас Дюну нахер дроп. Ее, короче. Задолбала она меня. Да, да, удали что-то. Что там интересно? Пидун, Калисто я дропнул. Хард прошел, но не впечатлила меня эта игра совсем. Ну да, ну так. Там есть, конечно, приколы, и кому-то понравилось, кому-то нет. Вот. Калиста. Мне Dead Space нравилось. Вот. Я из-за этого Калиста посмотрел и хочу ее пройти. Только из-за этого. А так больше вряд ли там что-то там можно обосновать. Потому что начало, когда у нас 9 число, 3 дня осталось, да? Так, жена. А насчет этот, ПВПшных, да где? Вот он. Да, 12 числа. Пидун, я вот очень огорчился, что «Мафия новая» будет линейной чуши, и думал, в ней скоротаю время до GTA 6. В итоге только надежда на Майндсай у меня. Майнсай. Ну, блин, это ж не GTA будет, это немножко иное. Вот. А если не линейник какой-нибудь? А чё в онлайн что-нибудь? ММО-РПГ какой-нибудь? Сейчас 36. Ладно, вряд ли я хочу. Ладно, карта прохождения. Попробую начать. Потому что сейчас спать ложиться могу, наверное. Пидун, например. Онлайн я 3 последние года играл только в Valorant, но завязал с сессионками. Не выношу токсичных людей там. Ну, сейчас токсичных много очень. Сейчас много токсиков. Вопрос. Хоть там XBT говорила там, да с чего, туда-сюда там.
Я стал... Да что... Файл, блин. Охи. Чё? В это... Дустане же столкнулся, там рейды, все прочее. Вот. Заходишь на рейд, короче, заходят люди, короче, вот, и начинаешь там. Сейчас типа объясню там, туда-сюда там начинают. Вот, и в результате, короче, начинают объяснять вот ту фиговину, на эту фиговину, на то, на сё, на пятое, десятое. Короче, объясняют так. В такой степени тупо, что, блядь, сидишь, короче, я говорю, слушай, какую нахер фиговину? Вот, а он, понимаешь, он объясняет, у него как бы в голове мыслеобразы свои есть, да, и он считает, что это как бы основа мироздания, блин. Вот, ты вроде как спрашиваешь, ну, как бы, чувак, я как бы понимаю, что у тебя свои образы, у меня свои образы, да. То есть я не против там твоих образов, но просто как бы я не совсем тебя понимаю в данный момент, когда ты что-то говоришь. Вот, ты, говорю, мог бы как-то более ясно выражаться, как бы было. Да чё ты тупой, ничего не понимаешь? Театр, знаешь, вот такая шляпа, короче. А потом говорят, да с чего кислотное это самое сообщество? С чего кислотное? Да с того кислотное, блядь, с того, что, блядь, даже общаться нормально, блядь, вот так просто чисто по-человечески зайти. Сколько народу проходит через стрим? Пиздец. Зайти просто... Пидун. Ахах, ну ментально неразвиты люди многие. Вот, и просто зайти, сказать там здорово, привет, туда-сюда, знаешь, просто поздороваться чисто ради, да? А некоторые заходят, а что там, что за игра, что там за вот это самое. Ни здрасте, ни до свидания, бля, чисто вот, ну. А считают себя, знаешь, ну, цивилизованными людьми, блядь, все туда-сюда, все дела. А цивилизация-то, как бы, я не знаю, на них, видимо, отдохнула, короче, просто. Вот, и так и получилось, что какая хрень. Вместо того, чтобы хотя бы что-то как-то, вместо того, чтобы что-то требовать, хотя бы сами себя для начала проявили, как бы, а то, как этот, у меня у знакомого есть ПВЗ, вот, раньше он наш был, мы ему его продали. Вот, и суть в чем? Он попросил меня на ПВЗ поработать временно, там, помочь, короче, как консультантом, повыдавать посылки. Я говорю, слушай, ну, я говорю, я согласен, ты мне просто объясни, что к чему, что как. Вот, как тут делается. И, как бы, я поработаю, все, не вопрос. Вот. Он вроде как, ну, ладно, давай. Объяснил, начал я работать. И вот иногда заходят люди, короче, такие. Одна дама заходит. Забирать товар. Вот. У нее там товаров то ли 8, то ли 12 позиций, короче, куча футболок, куча кружек, короче. Вот. Сейчас это запущу, заставку сделаю центральную. Доступно сюжетное дополнение. Включено в Atomic Pass. Ну да, в курсе. Устанавливаются шейдеры для оптимизации какие-то. Она пусть устанавливается. Вот. Ну и это самое. Я говорю, вы, говорю, вот что вам не нужно, мне отдайте. А что вам нужно, оставьте себе. Я говорю, что не нужно, вычеркну, а что нужно вам, поставлю галочку, что вы собрали. Понятно? Понятно. Все. Досконально объяснил, спокойно, все. Она так мне подает кружку, майку.
Я все понял, я вычеркиваю, провел по накладной. Вот. Она потом подходит и говорит: слушайте, а я кружку-то ведь собиралась забирать. Я говорю: так подождите, я говорю, я же вам сказал, отдайте мне, что вам не нужно. А она там, понимаешь, ПВЗ прилетела, вот это вот веселье, блядь, ебаное, на своей волне. Я что, обязан на ее волне быть, что ли, или что? Я просто вот, я ей объяснил, функционал простой. Есть первое движение, есть второе движение, как бы сказать. И никого не ебет на какой ты волне, понимаешь? Ты вот подошел к кассе, тебе сказали 5000 рублей. Ты отдал полтинник, 50 тысяч рублей. Ну, тебе сказали спасибо, идите дальше, как бы. И никого не ебешь, что ты на своей волне. И были бы правы. Ну, понятно, что так это не работает, вопросов нет. Ну, блядь, ну, господа, извините, я что, должен за вас думать, что ли, да? То есть, как бы, если вы берете и не соображаете при этом нихуяшеньки, так я ведь не ваш security, там, не представлен к вам, чтобы вас охранять и там безопасность вашу. Понятно, что какая-то гражданская позиция и понимание чисто человеческое, но в данном-то случае тут как бы это ни при чем. Вы купили товар, то есть вас никто не обижает и к вам никто плохо не относится. То есть пояснение, пояснили вам, сказали, а ты как мудила по-русски говоря, там, своими тараканами. Вот. Она начала там: давайте я вам денег заплачу. Я говорю: вы что, гоните или что? А какие нахуй деньги? Причем я говорю: выполнил свою работу, мне ваши деньги не нужны, я деньги не беру. Я на ПВЗ работаю, да, как бы вот, ну, в данный момент. И я работаю сюда здесь, как бы пришел, то есть как бы не совсем ради денег. Вот я вам выдал вашу посылку, да, то есть и в регламенте в моем, то, что я могу сделать, не прописано забор денег от клиентов. Я говорю, то есть она там мне один с минусом там поставила в отзывах, там что-то там нахуячила, короче, там телегу целую, блядь, я, ну и в пизду, думаете, я дура ебаная. Вот такие бывают случаи. У людей же как понятие, короче. Ах, ты на ПВЗ работаешь, ты черт ебаный, слуга, блядь, должен прислуживать. Всех сразу такой момент, знаешь. Ну, опять же таки, среди работников ПВЗ тоже разные есть, к которым вроде нормально обращаются, а они Пидун, там... в общем комплекс бога у дурашлепки. Да это понятно, что да, понимаешь, чем человек вот... Есть некоторые, фартануло им, знаешь, денег урвали где-то. Или бывает, ну, тут я не про то, что про нее именно я, то есть бывает такое, что денег урвали где-то, вот, и начинает нос задрали, вот. Как один сегодня намерение ехал, блядь, впереди, жду даже говорить неохота о нем. Так, я на 2 минутки, наверное, прервусь, пока как раз кэшируется, пойду подымлю, а то сейчас Atomic Card, так, как бы сказать, в некоторые моменты такой своеобразный.
До сих пор шейдеры устанавливаются. Чуть-чуть осталось. Да, оптимизировалось. Дополнительный контент. Ну, блять, это мне показывает просто. Я понял. Так-то у меня все это есть. Нет, новая игра. Слушай, вот я думаю, может с DLC начать. А то, блядь, тут долгая заставка будет. Допустим. Чё, и... то есть вот так вот, да? Ну, тогда ладно, не будем. Инстинкт. Спойлеры сюжета, ладно, хорошо, новая игра. Мирный атом. Понятно. Да ну, блядь, что там смысл? Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион сходим. Пидун, это твое первое прохождение? Не, я уже там до хера прошел-то, короче. Просто на стримах нахрен лучше заново начать. В 1950 году тут живут и работают самые светлые умы. Но я в нее долго не играл. Включая германскую. Чтобы попасть Вообще вспоминать все надо нужно нахрен. быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Дорогой товарищ, газировки не желаете? С удовольствием. Опять сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационные системы роботов непрерывно совершенствуются. Заметно. Погода прекрасная. Налить Красота. попить, чтобы хотел сначала. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Че они у тебя разбегались? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третьего на особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Дай-ка код управления, я настрою. А ну, держи свинку. Старуха убойная. Спасибо, бабуль. Код 0451. Так, давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое. С праздником вас! Я первый раз-то ее увидел, охерел, короче. Фразочки у нее такие бешеные. Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен.
Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен введет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль «Турбина». Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануда. Коллектив по всей стране. Дорогие товарищи, напоминаю вам... Мемориалу на экскурсии. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3836 располагается не так далеко от земли союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза, и вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. Товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего Фидун, а чё некоторые текстуры битые, которые желтого цвета? То робот на лодке, то это ампула. Это у меня настройка стоит. Активные предметы подсвечиваются. Ну, чтоб не париться, где чего и как.
Чтобы видеть активные предметы, я специально сделал так. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Это не бита, это настройка есть. Оксись, дочь моя. Хочу заметить, что это... Где-то здесь настройка есть. Чисто. Хитрость, сложность, зрение. Выделить предметы для заданий желтым цветом. Выделение интерактивных элементов. Ну давай интерактивную выключим. Это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области Просто передовой иногда не методологии, видишь, абстрактной куда там интерпретации, дальше авангарда, Придум, понял, я тугодум. Не, А можно мне нормально. такую же травку, как у него? Тут же Мне настройки показалось, эти или все минуту назад есть. вы сказали, что у вас мало Регулируешь. времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас... Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге проходите в холл высотки. Ваш истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, столь привычный нам с рождения. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрлик. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Человеческая мысль будет управлять машинами. Сети, в которой каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить себя высокой науке. От лица предприятия 3826 представляю вам устройство будущего, нейронный коннектор «Мысль», посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть – это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ ко всем знаниям человечества и, конечно, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужно. Вот это размах. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принял. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого нет. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они он и будут говорит, повсюду видишь, и станут отправной про точкой в звезды. далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку
увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазия и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Отличная машина. Как быстро обновляется. Это ДВС. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех Да, крупных я городах только что страны. оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной Политику рабочей нафиг. силы и... Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ Можно уже Тайчин. просто музыку? Другое дело. И на все деньги купи целое море цветов. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Sehr gut. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был, не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините.
Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомей». Личной разработки профессора Лебедянского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети. Коллектив 1.0. Расположился научный центр Сеченова, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий Макс Мамедов 161 отслеживает Twitch канал. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солну, способными питать Спасибо за поддержку. весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Первая великолепную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серп страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Кибальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Он начинает боевой разворот. Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Вот дерьмо! Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок железный! Что творишь? Валите нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! Работа лифта восстановлена. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Пиздец!
Как же болит башка. Волшебник, я П3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Хренаш себе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного округа. Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! А ну, слышь меня! Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им каюк. Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе свое не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Работает! Иди сюда, Громила, иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. 2 дня мне покой не давали. Получите!
Уйдите! Чтоб вас собаки драли! Черт! А это у тебя откуда? Ты молодец! Может, лучше я? Ключ держи! А я уж тут сама. Твою мать! Піду, ну роз'єднала вона знатно. Она сейчас веселая. Блядь, может ты уже пойдешь, блядь, а не куришь? Піду, я спадим, хорошей игры тебе. Ладно, давай тогда, ну. Прощаться не прощаемся. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Ясно. Отсюда! Разверните вентиль! Дверь откроется! Это что еще за хрень? Ну, держи руку! Держись, держись! А вот и дробаш. Надлежит пройти регулярное еженедельное совещание в отделе социального контроля. И восстали машины из пеп. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки роботов. В уничтоженных роботах находится капсула с непрерывным нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова-Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения.
Даже как-то можно пробраться, блядь, забыл только как. Ладно. Двое там. Бля. Сейчас купи. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным и... Что-то не так. Твою мать! Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Зажим. Зажим, 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 принеси сам. Сейчас. Это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то вовремя. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Охренеть! Надо избегать луча! Отбегалась, железка долбаная. Раз. Куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не получилось. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Он укусит собачок и... Твою мать! Это что еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю душевно. Милый, позволь тебя к кровати. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь! Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее! Как волнительно. Непокорная властная мужчина. Меня заводят. Сейчас я тебя заведу. Только бы добраться до тебя. Ах, какой сомнительный. Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь.
сильная тварь! Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Оружие — это полезно. Зайдите в надлежащее окно мое. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Сохранение данных. Тебе понравилось, милый? Угу, в восторге. Неплохо. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение, Крас. Перчатка. Храст, товарищ майор. Угу.
Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Санкционированное распространение конфиденциальных данных сотрудника номер 403267А на внеочередную проверку в отдел социального контроля. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Ну, и? В какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый? Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Здорово. Бля. Я хотел ему в кружка нарезать. Бля, да что ты...
Да, как там? Подожди-ка. Строго соблюдайте рабочее расписание. Минута задержки на обеденном перерыве. Эта минута украденная у народа. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться, словно в океане с китами. Я пошла, времени нет. Агент, стоять! Фуникулерная линия неактивна. Для возобновления работы линии требуется перезапуск системы управления. И как я должен ее перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Да неужели? Сохранение данных. Так, на сегодня, наверное, закончим. Отдыхайте, уже времени 3 часа. Завтра уже продолжим. Потом карт с утра. А дальше, короче, после обеда там, не знаю, посмотрим уже, какая ситуация будет. И всем хорошего настроения сегодня. Завтра. До свидания.